Бен-Гурионе так туго пахло мочой, прям вот жестко так. Вот где посадка, где такси, вот эти вот. Чувствуется, что обрезано. Что все, что я рассказывал, оно как будто бы рассказано не до конца. Мне не нравится выражение «еврейское государство». Мне не нравится, когда так говорят. Израиль — это не евреи. Израиль — это еще огромное количество общин, национальностей. Вот это Израиль. И государство — это совокупность их всех. Кто бы там что красиво не говорил, там блогеры рассказывают, что демократия, и все тут одинаковые, мы почувствовали, что нет, это было важно для нас, и это было как бы неприятно. Потому что мои дети в этом, в школе. И мне не нравится пропаганда религиозная в школе. И зачем гражданство Израиля, мне вообще непонятно. Я не вижу в нем просто смысла для своих детей. Ты не можешь в Израиле точно знать, должен ты служить или нет. Или вообще правильно с тобой поступила какая-нибудь инстанция или нет. Тебя просто принудят что-то делать или нести ответственность. А параллельно с этим ты будешь выяснять правду со своим адвокатом. Расскажу про 7 октября. Просто у меня несколько дней не мог оттуда выбраться брат. И мы видели, что никто не приходит ему на помощь. Не сколько-то часов, не день, а несколько дней. В общем, это страшно, и это заставило меня думать, что ну все, я не защищен. И потом, чем больше информации об этом узнавал, я понимал, что ну ты как все в Израиле, там просто не было порядка, и ну просто как получилось, так получилось. Никто не будет виноват, никто ничего не будет расследовать, может лет через 100. Я пришел к врачу Вако, это была самая жуткая пытка, которую вообще в жизни пережил, физическая. И дело не только в непрофессионализме, а в том, как он вообще себя повел. То есть он ночью буквально выставил меня на улицу, и жена моя без прав на машину сама повезла меня в другой город, в больницу, чтобы меня спасали. Меня там откачивали под капельницами. Я сказал там, что произошло, но никто ничего не предпринял. Этот врач дальше работает, а Министерство абсорбции его рекламирует в Фейсбуке. Просто вообще ничего не произошло. Друзья, давайте будем честными. Израиль – это демократическая страна. Свобода слова здесь существует, и ей реально можно пользоваться, чтобы менять вещи к лучшему. Будь то борьба с мусором, решение бюрократических проблем и что угодно еще. Но, похоже, некоторые патрианты привезли с собой только иллюзию свободы. Они закрывают глаза на очевидные проблемы и громко трубят: в Израиле все прекрасно, здесь столько свобод. Но стоит кому-то только воспользоваться этой самой свободой, подумать критически, выразить свою альтернативную точку зрения, и эти же свободные люди превращаются в агрессивных комментаторов, троллей и злобных ораторов против чужого мнения. Неужели реально вы собираетесь навязывать свое ограниченное мировоззрение людям, которые способны видеть шире, думать иначе и говорить правду? Свобода слова – это не просто красивые слова. Это способность слушать, воспринимать критику и смотреть на мир без розовых очков. Но некоторые продолжают кричать: да все отлично, все хорошо, пока проблемы растут у них на глазах. И давайте честно, если вы реагируете на свободу слова как на личное оскорбление, может быть, свободу слова вы просто не поняли? Привет, друзья! Сегодня у нас история, которая точно заставит задуматься. Представьте, семья переезжает из России в Израиль, живет здесь 2 года, а потом вдруг решает вернуться обратно. Более того, отказаться от израильского гражданства для своих детей. Почему так произошло? Сегодня все узнаем. Мы поговорим о причинах переезда, о первых впечатлениях, о жизни в Лако, о работе, о бизнесе, о трудностях, о сравнении Израиля и России. И, конечно же, о том моменте, когда стало понятно, что оставаться в Израиле они не будут. И еще важный момент, друзья. Наш герой уже давал интервью другому местному блогеру. Но тогда многие вещи не попали в видео, потому что их просто вырезали. В этот раз все будет по-другому. Мы не убираем важные детали и показываем правду такой, какая она есть на самом деле. Важно уточнить, разговор будет без политики. Мы рассмотрим только повседневную жизнь, работу, бизнес, безопасность. Просто объективное сравнение Израиля и России такими, какие они есть на самом деле в глазах обычного человека. Так что устраивайтесь поудобнее, друзья. Впереди откровенный разговор, который поможет вам взглянуть на переезд и на жизнь в Израиле и в России совсем другими глазами. Небольшой дисклеймер. Мы против ксенофобии, ненависти и дискриминации. Все высказывания в интервью – личное мнение собеседника. Героя видео. Давай сначала познакомимся, расскажи пару слов про себя, кто ты, откуда. Привет, я Тимур. Чем ты занимаешься, где ты живешь. Вообще... Все, извиняюсь, да. Сейчас я... Не будем друг друга перебивать. Вот, а знаешь, а я так сразу хочу сказать: давай дубль 2. А на самом деле нифига, нормально. Вот. Короче, я Тимур, я из России, я живу в Сибири, вот в своем доме в Новосибирске. И сейчас я здесь, и в Израиль я репатриировался, ну, сразу как начались наши события.
всем известные, собственно, когда они там в конце февраля начались, а в апреле я уже был в Израиле с семьей. Вот. Этому были экономические причины, не только политические. В Израиле мы прожили чуть больше 2,5 лет, и вот сейчас мы вернулись, сейчас мы здесь находимся. Скажи про сам переезд, вот первое впечатление об Израиле, и почему был выбран город Акко? Смотри, ну мы вообще в любом случае собирались поехать в Израиль, потому что, как я уже в своих предыдущих видео говорил, мы любили зимовать в Таиланде всегда с семьей. И у нас была мысль такая, а почему бы на одну из зим не взять и не рвануть в Израиль? Это не значит, что мы собирались приехать как туристы, как знаешь, я, судя по комментариям, вижу, что люди это так восприняли и очень негативно отреагировали своими там негативными комментариями. На самом деле нет, мы собирались интегрироваться. Да, приехать на короткий срок, но создать какой-то бизнес в Израиле, выучить язык, завести полезные знакомства и начать таким образом жить на две страны. Вот, именно таким образом. Но не приехать навсегда, сжечь все мосты и там... Нет, у нас изначально был такой настрой, мы подучивали ивритский алфавит дома там и так далее. Какие-то культурные вещи, смотрели много ютуба, нам это все интересно было. Но просто из-за того, что политически случилось, мы просто рванули сразу и все. Много открылось дверей, это был самый удобный момент сделать то, что мы давным-давно задумали. И мы, не раздумывая, особо рванули и все. Акко выбрали, потому что жена, она изучала YouTube, искала какой-то материал, смотрела обзоры городов израильских. Так мы узнали о блогеров, Эдмонта в том числе, который недвижимостью занимается. Я с ним потом записывал видосы сам. И Виталию, с которым вот мы записали один из самых популярных роликов на его канале. Понятным языком он нам рассказывал о городе. В принципе, мы получили вот то, что нам было интересно, то он и рассказал. И поэтому просто Акко было, потому что, ну, для нас это самое известное. Да и в любом случае, мы же могли потом переехать. Почему бы не начать с Акко, который нам понятен? Поэтому Акко. Угу. Ну, расскажи про свои первые впечатления об Израиле после переезда. Мы прилетели ночью. Самое мое впечатление было странное, начиная с самолета. Какой-то это был такой самолет полугрузовой, в общем. И так получилось, что я вообще не знаю, так как я не возвращался еще раз в Израиль. Поэтому получается, что в Израиль я прилетал только один раз в жизни. Но когда я увидел страну, уже вот мы с моря залетали, он выключил двигатели. Вообще. Мы просто летели в абсолютной тишине. В том числе мы планировали над городом, разворачивались там над городами, понимаешь? И в абсолютной тишине. А я вообще аэрофоб. Я испугался, что происходит. Почему двигатели не работают, понимаешь? И он так и сел. Причем сел, это была самая мягкая посадка в моей жизни. Понимаешь, просто сел, а все. И что-то кто-то там захлопал, а я вообще даже не почувствовал. Это единственный раз в моей жизни, когда так было. После этого ты перестал летать или что? Нет, конечно нет. Просто... Пока я был в Израиле 2,5 года, я ни разу не путешествовал из страны никуда. Лично я. Семью я отправлял после 7 октября буквально сразу за все деньги мира. Первые впечатления, еще что я хочу сказать, ну, они были не очень приятны. Потому что мы в аэропорту было все здорово, все хорошо, но когда мы вышли в город, и там так в Бен-Гурионе так туго пахло мочой, прям жестко так. Вот где посадка, где такси, вот эти вот. Ну, было темно, улицы мы не увидели. Вот. И потом мы долго-долго-долго мчали по городу, то есть до Акко, пока доедешь из Бен-Гуриона, понятно. Он летел, буквально просто маршрутчик летел, и всю дорогу поливал Акко всеми помоями там. И когда мы туда доехали, наверное, к 2 часам ночи в итоге. А что, в смысле, что он говорил? Что значит по-моему? Типа рассказал плохие вещи про Акко или что? Да, что это ужасный город, что вы совершаете большую ошибку, что там абсолютно нечего делать, там вы ничего не понимаете, вы себе даже не представляете. Я вообще вот туда никогда не был и никогда туда больше не пойду. Ну, в общем, всяко. Он вас настроил, получается, как бы, пока вы ехали. Ну, я тоже не маленький мальчик, я же вижу, какие люди. Я сразу понял, что это, ну, такой болтун, не стоит прислушиваться. И у нас в России это мем. Это такой таксист, у которого на самом деле бизнес, просто он для души таксует. Вот этот водитель, он был типичный такой вот мужичок, который рассказывал, что у него там бизнес в Америке, что-то там сыпал, всю дорогу молотил, прям вот поспать не давал. И поэтому мы шибко не слушали, потому что мы уже послушали Виталию, и Виталию мы больше доверились.
чем этому водителю. Поэтому водитель не смог ничего испортить. Все нормально. Но просто привез он нас не по тому адресу. И привез он нас к гостинице, которая заброшена. Ей там ремонт там много лет делают. Перед ней там окна разбиты, и унитазы на улицу выставлены перед ней. И вот он туда привез ночью, в 2 часа ночи, в Аку. Всю дорогу нам про арабов рассказывал, которые нас там зарежут сразу же. И говорит, ну выходите. Жена протерла окно, посмотрела, я никуда не пойду. И все. И мы еще час катались по Аку и искали нужную гостиницу. Но нашли. Нашли. Она была рядом, просто она была малоэтажная, и там ночь, выключен ресепшн, свет везде. Ну, поэтому просто темно и было непонятно. Ну, потом все включилось, вроде, приличное место, все. И мы вот в гостиницу пошли. Потом первое впечатление было, когда мы пошли в старый город гулять и увидели уже очень много мусора. До этого мы не были в Израиле, но мы много где были в мире. То есть и рядом с Израилем мы были на Кипре, мы были в Турции. В Турции во многих местах мы были, и в Стамбуле, и в Кемере. Но мы не ожидали, короче. Мы не ожидали, что будет так грязно. Вот, это такое... Типа по мусору? В Стамбуле нету мусора или что? Нет, там есть. Но нам почему-то казалось, что будет как на Кипре. Вот, но нет. А на Кипре все чисто, типа? Да, конечно. Относительно. Относительно. Ну и как бы вот это вот мы увидели, мы удивились. Там какие-то кукурузные палочки рассыпаны вдоль тротуара, какие-то упаковки лежат. Я еще помню, я шел и фотографировал. И там в старом городе пришли, там море, смотрим вниз, и там питы плавают, много-много пит. А вот эти кафешки, они в конце дня просто рыбам вываливают их туда, и это все плавает, киснет. И я это все фотографировал, и думаю, боже, почему, как так, такой ужас. Вот. Но это первое впечатление, оно больше было негативно из-за ожиданий, потому что мы прям какую-то Европу ожидали. А потом, когда мы уже это все поняли, и это так примелькалось, что просто я перестал это замечать. Перестал замечать мусор вообще. И не замечаю. Нормально. Ну да, как бы многие здесь живут и не замечают мусор. Для них все нормально. Все понятно. Особенно с учетом той работы, которая у меня потом была. И я там много времени проводил в таких местах, в которых большинство израильтян вообще никогда разу в жизни не были. Типа на палестинской автономии, да, ты имеешь в виду? Да не только. Во всех это арабских деревнях, во многих. Вот если там в жилых райончиках где-то походить, там бывает, это самое грязное место. И после него там идешь по Хайфе, и тебе кажется, ух ты, цивилизация. Ну да. Вот я недавно просто выложил видео, и там парень где-то в середине видео, он рассказывает про то, что ему вот не нравится тоже, что здесь очень много мусора, и что детские площадки завалены мусором, так скажем. И, значит, комментарии под этим видео были то, что, типа, мусор в голове. На самом деле здесь мусора нет, просто у вас в голове мусор. То есть это разница восприятия, типа. Вот. Поэтому, то, что ты говоришь, что вот когда ты был в арабских деревнях, я тоже бывал в арабских деревнях, на самом деле, и я знаю, о чем ты говоришь, как бы. Например, там, типа, запахи, да, например, там, пахнет сжженной резиной и другими всякими вещами, все это перемешивается, такой есть ареал такой, типа, запаха. И когда ты возвращаешься обратно куда-то там, в город, где ты живешь, это все познать в сравнении, типа того. Я так не сказал бы негативно, знаешь, про мусор в голове. Я не поддержу этот комментарий. Просто, понимаешь, то есть этот человек, он имеет в виду, что тот ошибается, на мой взгляд, по моему убеждению. Никто не врет. Не тот, кто говорит, что там Россия плохая, не тот, кто говорит, что Израиль плохой, или не тот, кто выбирает Израиль, не тот, кто выбирает Россию, потому что все правы. На самом деле все правы. За редким исключением все правы, просто у каждого свое, с чем он сравнивает, и у каждого своя ситуация, совершенно разная, и никто не врет. Поэтому все нормально, не надо в друг друга бросаться какашками и там... Все в порядке. У каждого свое мировоззрение, это типа нормально. Я бы даже сказал не мировоззрение. Смысл в том, что, понимаешь, это не мировоззрение. Не мировоззрение. Люди, правда, одинаковые. Все в порядке. Действительно все в порядке. Я вот не поддерживаю вот эту рознь какую-то и ненависть. Совершенно. Потому что люди, они одинаковые. Ситуация разная. Это не мировоззрение. Мировоззрение тоже одинаковое. Но просто ситуация разная у людей. То есть... Давай будем честно говорить, в России очень много нищих людей, бедных людей и людей, которые репатриируются из России в Израиль. Я могу просто про Россию сказать, что 9 из 10 людей, они репатриируются, у них жизнь здесь, она была очень тяжелая. И они жили на улице, которая не обустроена, там нет тротуаров. Дело даже не в мусоре.
у них, возможно, не было туалета внутри своего дома или квартиры, а он был там снаружи, да, то есть не было коммунальных удобств. Это то, что касается инфраструктуры города. То, что их лично касается жизни, скорее всего, у них там не было водительских прав, они не путешествовали, они не страховали свое имущество, они не занимались инвестициями, предпринимательством, ничем таким вообще. То есть они просто не пробовали, тем более они не сталкивались ни с какой политикой вообще. Это не важно для них, вот этот вопрос там политический, абсолютно. И они приезжают в Израиль, и как бы у них лично самих не складывались дела, они видят обустроенные тротуары везде, обустроенное освещение везде, водопровод работает, вода есть, пособия есть, которых в России нет. Работа, полно работы. Но разве не рай? И если такие люди, которых 9 из 10, будут говорить, что Израиль гораздо лучше, разве они врут? Конечно, нет. Вот это просто они совершенно не врут. Это однозначно. Израиль лучше. Буквально во всем. Я не знаю, в чем он хуже. А есть другие люди, которые приехали из крупного города, у которых была обустроенная красивая набережная, хороший сервис, хорошая медицина, низкие налоги. Вот, то есть, и что ты хочешь? Когда они приезжают и видят мусор, который никто не убирает, и они видят отсутствие порядка в бюрократии и вынуждены много дней своего времени, которое они видят дорогим, тратить на решение какой-то маленькой хозяйственной проблемы, ну, конечно, это возмущает. Как ты скажешь, что это лучше? Они тоже не врут. И поэтому никто не врет. Все говорят правду, все говорят от души, и нет смысла спорить. И просто тех, кто говорит, что Израиль лучше, их гораздо больше, их 9 из 10. Зачем мы спорим? Это правда. Вот я так считаю. Ну, это просто восприятие, получается. Ну, у каждого своя ситуация, а сами мы все одинаковые. Вы с женой после переезда давали интервью другому местному блогеру. Судя по комментариям к тому видео, складывается ощущение, что он многие вещи вырезал из интервью. Расскажи, что именно он вырезал. Да, действительно, то есть записано было очень много. Вот. И я не помню детально, какие фразы он там вырезал, да, или какие темы, но я просто могу сказать, что все, что было связано мы записывались с семьей, на набережную ходили, мои дети что-то говорили, жена что-то говорила, много материала. Я помню, что мы спускались во двор и снимали во дворе что-то такое о моей семье, вот в том числе о политике, про моего отца разговаривали. Я помню, что меня это эмоционально тогда очень задело. Это были бы очень эмоциональные кадры. Я думаю, что если бы он их оставил, у него было бы еще в 2 раза больше просмотра. Но почему-то он все это вырезал вообще целиком. То есть, ну, это его дело. Вот. В целом, все равно мне ролик нравится. Ну, а почему люди писали, что типа как будто неполное или что-то такое? Ну, чувствуется, что обрезано. Что все, что я рассказывал, оно как будто бы рассказано не до конца. Да, и там действительно таких много комментариев, и мне хотелось, конечно, еще записать и рассказать. Это меня очень подстегнуло тогда, то интервью, вообще заняться ютубом. Я после этого же записывал. Не поперло. И меня это немножко демотивировало. Но сейчас будем пробовать еще раз. А было ли такое, что вот вас попросили рассказать того, что на самом деле не было? Например, там какие-то вещи, которые именно типа Израиль делает больше для своих новых репатриантов, типа групповые развозки на автобусе, вот это вот все, открыты или как-то так. Потому что не во всех городах, на самом деле, просто такое отступление, не во всех городах есть такое, что типа дают автобусы, возят всех репатриантов по всем этим учреждениям, которые переезжают, да. То есть это не везде такое есть. Действительно такое есть в Ватка. Может, ради этого стоит переезжать туда? Ну смотри, я тебе могу сказать, что мы репатриировались по экстренной репатриации 3 года назад, уже даже больше. И я не могу тебе сказать, что там сейчас. Ну, много чего поменялось в городе на самом деле. Поэтому то, что там сейчас, я не могу сказать. Я за этим не слежу. Вот. Могу только сказать, что мы очень хорошо общаемся с людьми, которые работают в абсорбции. Мы просто по-дружески до сих пор прекрасно общаемся, поддерживаем друг друга. И это нам очень много дало. Вот. Такие, по крайней мере, личные отношения, которые сложились. А то, что касается Клиты, опять же, про другие города я не могу сказать. Вот. Но я могу сказать, что действительно возили на автобусах. Действительно сражались там за нас, чтобы была очередь. И чтобы мы быстро все прошли. И мы быстро все прошли. Действительно помогли с жильем. Я имею в виду, поселили в отель. Мы 2 недели жили в отеле.
Просто 2 недели с питанием всей семьей жили в отеле. Причем у меня 2 детей и жена. А номера на 2 человека. Так нам дали 2 номера, чтобы нам тесно не было. И мы жили прямо на первой линии на море. Первые 2 недели после того, как репатрировались. Да, я не могу сказать, как в других городах. Я могу сказать, что у меня, конечно, много претензий к отделу абсорбции. Было тогда и в тяжелых ситуациях, которые сложились личные. И к тому, какой у них там порядок и регламент. Например, можешь рассказать, например, что за претензии у тебя были? Интересно. Опять же, понимаешь, они у меня на сравнении с тем уровнем государственных услуг, которые я использовал в России. То есть это здесь по-другому работает. Вот. И поэтому, когда ты сравниваешь, ты понимаешь, что у меня претензии к системе, да, к тому, что нет регламента, нет порядка. Но к самим людям, в той ситуации, в которой они есть, с тем регламентом, который у них уж есть, я думаю, что вряд ли возможно было что-то лучше сделать. Вот честно вообще. Ну, было такое, что вот в интервью, да, у вас как бы, или может быть такое ощущение было, что нужно говорить Попросили только о хороших приукрасить. вещах. Ну да, или что-то просили, может быть, сказать, а чего-то просили не говорить. Нет, не просили что-то приврать или чего-то не говорить. Наоборот, говорил «жги», и когда я отожгу, он говорил вот так вот: что это будет? Но единственное, что он намекнул, конечно, пару раз, он попросил сказать спасибо, как-то выразить благодарность. Потому что я думаю, что он как блогер вел свой блог, и он работал в абсорбции. И я думаю, что вот эти вот коллектив, скажем так, не люблю это слово так вообще, такое советское, но я думаю, что он морально на него давил, и он хотел какую-то благодарность в его роликах услышать вот этой работе, которую проводил отдел. Я их понимаю по-человечески, да, и... В общем-то, я думаю, что я не сказал чего-то, чтобы именно выразить эту благодарность. Просто то, что я сказал, оно ее и так выражает, этого было достаточно. Они действительно сделали в той ситуации все, что могли. Конечно, конечно. Были и другие люди, которые очень недовольны. Но у нас все в порядке. В этом смысле у меня не было других ожиданий каких-то. И чтобы я не ожидал чего-то еще лучше. Да, я ничего не говорю, просто посмеялся. Ты, в общем, думаешь, мне платят, чтобы я продвигал? Ну да, тебе не заплатили, не заплатили? Не заплатили. Но, вопрос открыт. Не заплатили, но многое вырезали. Вы не планировали, получается, зажигать мосты в РФ и переезжать навсегда? Получается, вы хотели просто переждать. Расскажи вот свое мнение по этот шаблон. Выбирать для себя страну, для этого зажигать мосты в предыдущей стране, как бы, в стране исхода. Я просто, так как эти комментарии очень частые, типа, знаешь, из разряда получили корзину, воспользовались, типа приехали за корзиной и все, и вокзал, и до свидания. Вот такие вот, да? Поэтому я как бы сразу на эти комментарии хочу ответить. Вот, что корзина абсорбции, она для того, чтобы человек как бы абсорбировался. Я не знаю, как это точно в социальном смысле, но абсорбация, в химии это когда ты впитываешься во что-то, да, то есть губка абсорбирует в себя там то, на что ее положили, да. Вот, и поэтому мы собирались абсорбироваться. Просто в том смысле, как это видят многие другие люди, которые жгут мосты, у которых в России просто, нечего терять, и они там... Не знаю, я это могу сравнить, вот уходят от одной женщины к другой мужчине, и значит та первая у него там тоже поливает ее всяко разно. Я вот этого не очень понимаю, и... продают квартиры, все там продают и уезжают. Набирают кредитов и уезжают, то есть так, чтобы и вернуться нельзя было. Просто себя ведут максимально вот так. Вытерли ноги о ту родину и пошли в эту, да, и тут мы, значит, не вытрем ноги. Ну да. Здесь то же самое многие делают. Набирают здесь кредитов и уезжают, переезжают куда-то там. У меня какой изначально был план, как я это изначально видел, у меня ничего не поменялось ни в процессе, ни сейчас не поменялось, но единственное, что мы ожидали, что политический стимул, который нас подтолкнул уехать, он не будет таким длинным, потому нам хотелось его переждать, а потом мы просто могли бы жить на 2 страны, потому что после того, как я уехал, у меня здесь вообще-то был бизнес, он хорошо, прекрасно себя чувствовал, и я не собирался его закрывать. У меня был наемный директор,
который здесь управлял компанией с цехом, складом еще там около полугода после того, как я уехал. Собственно, это то, на что я рассчитывал. Я думал, что мы переждем, а потом я могу дальше вести здесь дела, а жить я могу где хочу. И за это время мы поживем в Израиле, если там больше понравится детям и так далее, они могут жить там, а я могу вести бизнес в России. А потом, самое главное, что я хотел, что пока я приеду за полгода, наведу нужных знакомств, мосты наведу, и я буду строить и в Израиле, и в России. Вот такая компания. Я думал, сайт сделаю, который будет на русском языке и на иврите. Такую строительную компанию. Это то, как я себе это представлял, что когда я поеду в Израиль, если бы не было политических стимулов, я поеду за тем, чтобы пожить, посмотреть, выбрать как бы центр жизни для семьи. Для каждого центр жизни это свое, да, для меня это где мои дети учатся. Вот. Мы это выберем. А бизнес я буду вести и там, и там. Вот так вот у меня изначально даже было представление. И, конечно же, это тоже интеграция в страну, изучение языка. Поэтому я не чувствую, что это что-то взял у страны, что я должен вернуть, потому что я, значит, вернулся в Россию. Я живу на две страны, я так смотрю. И изначально так хотел. Короче, я еврей по полной программе. Никак меня здесь нет, не подловить. Ну и кроме того, опять же, давайте честно скажем. Вот люди, которые приехали в Россию из глубинки, для них вот эта корзина абсорбции, вот этот ее размер, особенно если сопоставлять с расходами на жилье и так далее, там, ну, может быть, 10 лет назад эта корзина, она была какой-то значимой суммой, хотя тоже на самом деле нет. Но сейчас, если вы действительно думаете, что человек из крупного города, у которого бизнес, поедет специально в Израиль, специально, чтобы израсходовать там корзину, вот эти деньги получить, он специально будет тратить там свои полгода на это и потом возвращаться, ну, это вообще не так. Так многие думают, не понимая, какие зарплаты на самом деле в России у людей. Они не такие маленькие. Они такие же, как в Израиле, собственно. Бизнес здесь хорошие деньги тоже приносит. Он работает. Нет какой-то необходимости таким людям из-за корзины такое делать. Поэтому это, ну, когда человек такое пишет в комментариях, то просто сразу понятно, что это человек, который, ну, у него зарплата очень низкая всегда была. Он не сопоставляет у себя в голове. Это он со своей колокольни рассуждает. Привет, меня зовут Алексей Шенкер, и я автор этого канала, где я рассказываю реальные истории репатриантов в Израиле, поднимаю острые социальные темы и даю голос тем, кого часто не слышно. Мой проект – это не просто видеоблог, это пространство, где говорят правду, разбирают сложные, но важные темы, делятся опытом, вдохновляют и предостерегают, поддерживают новых репатриантов и помогают адаптироваться. Моя цель – создать медийную площадку, которая будет искренней, глубокой и полезной. Если вы так же, как и я, чувствуете, что этот канал важен, станьте его частью. Ваша поддержка – это прямой вклад в независимость и силу этого канала. Нажмите «Спонсировать», чтобы правда продолжала звучать. Что было самым сложным в принятии и осознании в Израиле, и с чем ты не смог смириться? Ой, слушай, это не хотелось негатива, если честно, но это такой вопрос, который предполагает такой ответ. Тут никак по-другому не вырулишь, как сказать. Ванильным никак не сделаешь ответ. Тогда вырезаем этот вопрос. Смотри, я просто думал над тем, как как смягчить этот негатив и как так ответить, чтобы, знаешь, ну... Чтобы от меня не отписались последние подписчики. Ну, типа того, да. Ну, в общем, смотри, вот я сразу представил место, я просто представил, думаю, какое место было бы приятно, вот я бы хотел в него попасть. Но мне бы там было неудобно, если бы вот пришлось там жить только всегда. И мне вот в голову пришел вот этот Шир, знаешь, из «Властелина колец», где хоббиты живут. Хоббитон. Такие невероятно красивые луга, вот эти вот их домики. Это, ну, класс. Я бы хотел, конечно, в таком месте побывать. Я знаю, что оно там для фильмов делается или где-то такое есть. Я вот мечтаю съездить на самом деле. Классно. Здорово. Я бы переночевал в таком домике, все. Но если тебя там закрыть и сказать, ты теперь живешь только здесь ближайшие 20 лет, и как хочешь, так и строй свою жизнь, то я думаю, что ты, начиная биться головой об потолок, там же для хоббитов все, и там, вникая в какие-то их правила, тут ходить можно, тут нельзя, тебя бы в хозяйственно-бытовом смысле начало бы это раздражать очень быстро. И потом ты бы вот эту всю милоту и красоту уже перестал воспринимать. Потому что вот этот маленький поселок для маленьких людей, ну и так далее.
Понимаешь? Я могу сказать с Израилем то же самое. Это маленькая страна со всеми особенностями в экономическом, политическом и прочих смыслах, которые связаны именно с маленькой страной. Она просто другая. И многие вещи там, они кажутся страшно неудобными, просто потому что, ну, я там не родился и вырос, а просто я приехал с другим бэкграундом и как бы невольно сравниваю. Поэтому это введение было. Суть, да, суть. Смотри, как бы мой канал, он как бы о реальных вещах, как бы, да? Правду матку прям. Да, ну давай говори как есть, что ты... Это можно было запаковать, вот это то, что ты сказал, все отправить куда надо, на другие каналы, пусть, в принципе, все, как бы, можно... Ответ на вопрос готов, как бы, все, спасибо. Надо же оправдаться сначала, понимаешь, а потом сказать. Ну ладно, смотри, вот если прямо и откровенно и просто вот коротко. Клановость. Есть клановость. Даже я бы сказал жестче. Здесь я русский в России, да, вот, я не знаю, есть такие комбинации из этих слов, которые тут нельзя говорить, но что есть, то есть. Есть здесь меньшинства, всевозможные якуты, там, я не знаю, какие-то еще там, ну, которых здесь обзывают, потому что они вот не основная часть населения, да? Дискриминация, а вот я вот основная. Да, ксенофобия, дискриминация и все прочее. И в Израиле так получается, что там я в другой категории нахожусь. В самой незащищенной категории. В той категории, которая, да, она самая цивилизованная. У нее нет своего клана или общины. Но она и самая незащищенная из-за этого, потому что может рассчитывать только на закон и правопорядок, с которыми там большая-большая проблема. То есть я просто проигрываю. Ну, давай будем откровенны. Ты можешь, вот, столкнется ли работодатель с проблемой, увольняя, например, марокканца? Или столкнется ли какое-нибудь министерство, ущемляя права там арабов, например? Да, столкнется. На самом деле, вот... Давай будем откровенны. Оно столкнется с большим общественным давлением, сразу же столкнется с большим общественным резонансом. Я могу сказать на примере, как бы, я работал в одной фирме водителем, да, и у нас работали много, как бы, в этой фирме работало много арабов. И кому-то там, кого-то обсчитали на зарплату, обманули или не додали, что-то такое. Просто все водители пришли к этому работодателю, все водители арабы, поговорили с ним, и всем повысили зарплату. Ну, то есть, как бы, понимаешь, да? А русскоязычные... Я понимаю, я тебе об этом и говорю. Русскоязычные каждый сам за себя, как бы. Ну, нету общины, нету такого политического, социальной, такой политической... Я даже не знаю, как это назвать. Я грубо могу назвать это клановостью. Потому что если есть твой клан, и он за тебя впряжется, то твои права не посмеет попирать ни твой работодатель, ни государство, ни битуах леуми страховая, никто. Ты, если имеешь право, у тебя есть бумаги, ты получишь. Иначе, если кто-то начнет сувать тебе палки в колеса и создавать искусственно бюрократический барьер для тебя, а особенно, если ты в ущемленной ситуации, ты мать там 3 детей, одиночка, там такая вот как вот любят на Востоке, да, громко плачут женщины, вот это вот они любят. Если вот такая ситуация, и такую женщину еще и обидеть, не предоставив ей права, которые она имеет, ты, реально рискуешь головой. Вот если ты сотрудник любого ведомства, в Израиле ты рискуешь. Но только если ты ущемляешь не русских, новых репатриантов особенно, у которых нет связи. Вот их ущемить можно, потому что мало того, что у них нет клана, вот этой поддержки, у них еще и нет привычки защищаться. То есть в России государство так построено, государственные структуры, например, отдел защиты прав потребителей, что там их телефон висит в каждом магазине, и ты... Там 45 дней на возврат, там, есть регламент. И в соответствии с этим регламентом, если ты что-то не получаешь, ты просто прямо из магазина делаешь звонок, оттуда из отдела, не когда-нибудь по записи, а сразу сделают звонок директору магазина и говорят, что происходит. И ему говорят, что имейте в виду, вы юридическое лицо, и для вас последствия не как для физического, а умножить на 300. Вот. Внутри там вашей организации, возможно, на вас этот штраф переложит руководство этой компании, не знаю. Но, пожалуйста, полистайте законы и убедитесь, что вы сейчас человека, который нам позвонил, законно ему отказываете. Убедитесь, пожалуйста. Это вот говорят из отдела. И все, и с тобой по-другому разговаривать. Это работает сразу. В Израиле этого всего нет. Нет никаких 45 дней, нет никаких регламентов и правил.
Просто если ты умеешь громко кричать, и ты там марокканец, то тебя просто по умолчанию сгорит магазин, понимаешь? Если ты араб, и там тебя, не хотят связываться. Лучше я верну за плохой пылесос деньги, да? А мы, получается, ущемлены. Тут еще есть такая тема, вот, то, что ты говоришь, я просто хочу дополнить, типа, умеешь ли ты договариваться? Вот в этой стране, в Израиле, самое главное, это уметь договариваться. Если ты умеешь договариваться, то многие моменты можно решить. Многие законы и обязанности можно обойти, потому что ты умеешь договариваться. И понятно, если у тебя есть друзья, там, да, община, которая может за тебя заступиться. Русскоязычные, они в меньшинстве, потому что не в плане количества людей, а в плане того, как они друг за друга, да. Есть способность договариваться, и от нее зависит все. А есть клановость, и твоя принадлежность к тому или иному клану, в том числе к клану евреев. Они там тоже очень делятся. И вот это коэффициент. И какой-то коэффициент 1, какой-то 1,5, какой-то 10, а наш 0. Поэтому если ты очень хорошо умеешь договариваться, но твой коэффициент 0, то значит 0. Или почти 0. Поэтому способность договариваться, конечно, прекрасна. Особенно если она у марокканца или она у какого-то араба. Это здорово, но это не целый клан. Это не целый клан, это небольшой общественный резонанс и не... Это другого порядка вещь. В России то же самое. Кроме законов есть связи, и ты можешь что-то решить по этим связям. Ты знаешь, это говорят люди, которые из 90-х. Они такое распространяют очень сильно в Израиле, которые приехали из 90-х. Сейчас такого нет. Ты хочешь сказать, если ты кого-то там знаешь, то, то он тебе не поможет. Смотря в каких вещах, но если речь касается нарушения твоих прав, едва ли. Где-то в уголовщине, где-то в каких-то ФСБ, там в политике, да, может быть. Но если что-то касается защиты твоих прав потребителя или получения страховых выплат, да хоть ты там зазнакомься, ничего ты не получишь. Есть понятный регламент, есть понятный порядок. Есть государственные услуги, которые очень сильно развиты онлайн. Ты отправляешь заявку, тебе в регламентированное время на нее отвечают, и когда тебе ответили и ты получил услугу, система тебя спрашивает, ты доволен ей или нет. И если ты поставишь, что недоволен, то не будет такого, что это потерялось. Значит, с этим будут разбираться. Значит, тебе будет звонить начальник этого отдела, приносить извинения и искать возможность решения твоего вопроса. И вот как в Израиле ТИК, да, дело открыли. Вот этот звонок — это новый ТИК. И когда он будет закрыт, мне снова придет вопрос, вам понравилось, как вы с ним разобрались или нет? И если ты опять нажмешь, что нет, то все будет по новой, только уже на другом уровне. Я это просто лично проходил, это замечательно работает. И мне не надо ходить оббивать пороги и кричать. Не надо. Я не люблю это делать, не хочу это делать, и здесь нет необходимости это делать. Я не был нигде зарегистрирован в течение 2 лет по паспорту. У меня не было регистрации. А потом пришел ее получить. В этом случае в России предусмотрен штраф за это. За то, что ты, жил-то в России, но ты же нигде не зарегистрировался. Но ведь у тебя могут быть объективные причины. Тогда у меня был очень тяжелый период жизни, и я буквально жил в строительной бытовке. В ней нельзя зарегистрироваться. У нее нет адреса. Вот и все. И я так написал, говорю, хотите, штрафуйте. Но они вместо этого, чтобы на меня надавить, отказывались меня зарегистрировать уже по тому месту, по которому я имел право зарегистрироваться, у меня была недвижимость. Это давно было, но тем не менее, я просто рассказываю про конкретный период жизни. Заявку на получение этой услуги я оформлял через госуслуги, то есть через онлайн-сервис. И они ее закрыли. И сервис меня спросил, вам понравилось обслуживание? Ох, что там было. Это, я думаю, для этих теток это был первый раз, когда они получили таких люлей, потому что мне звонило, наверное, человек 5 с извинениями. И кто-то из них там не так разговаривал, и я опять нажал пожаловаться, когда они закрыли тип. И, это было вообще, там, чуть ли не домой были готовы мне приехать, меня зарегистрировать задним числом и подарить мне там домовую книгу, которую я обязан был купить. Это как просто, документы. Все, я думаю, что они свое получили, больше они так себя не вели. Это, наверное, первый и последний раз в их жизни, когда они свои полномочия не по регламенту решили превысить, вот эти тетки. Вот тогда только эти госуслуги начинали развиваться. И сейчас это так в России работает. Никакие знакомства тебе там не помогут, ты получишь по шапке и все. А регламента в Израиле просто нет. Могу, сказать для сравнения, что в Израиле такого нету, и если тебе кто-то нахамил, да, то кому ты будешь жаловаться? Но есть, часто после разговора с кем-то, с каким-то банковским сотрудником или еще с представителем страховой компании, или еще с кем-то, тебе, присылают, это называется стекер,
Ну, типа, отзыв, да, как вам наше обслуживание такого плана. Ну, у тебя там либо хорошо, либо нехорошо, но если нехорошо, ну, окей, на этом все заканчивается. То есть нет такого, что, типа, если ты нажал нехорошо, И что вы будете делать с этой информацией, что мне не понравилось? Ничего. да, если что-то не понравилось, ну, окей, не понравился, что дальше? Возможно, там они что-то будут смотреть, думать, но это нет то, что ты, ну, как происходит в России. Такого нету тут. Я тебе могу сказать, предвидя, опять же, комментарий, давай просто, здесь есть разные уровни этого вопроса. Если это уровень, когда мы уже говорим о демократии, понимаешь, о развитии демократических институтов и защиты права, то понятно, что Израиль здесь, ну, просто не о чем говорить вообще, не о чем сравнивать. Потому что в Израиле есть возможность защитить себя от кого угодно. Не знаю, там премьер-министр тебе там щелкнул по носу, ты пожаловался, ты его будешь таскать по судам, он ничего не сделает. Вот, то есть как бы право превыше всего. Развитые демократические институты. Это Израиль. Понятно, что, ну, как бы в России не то, что мы с чем-то будем сравнивать, тут не о чем сравнивать, мы не можем об этом разговаривать. Потому что есть силы, которые выше права, и ты не можешь использовать право, чтобы на эти силы надавить. В Израиле таких сил нет вообще. Катка этого нету. Поэтому это разница. Но если мы говорим о хозяйственно-бытовом уровне, то есть то, что в России есть государственные какие-то услуги, которые позволяют тебе защищать права просто прямо в реальном времени, да, как потребителя права, да, какие-то семейные, можно куда-то пожаловаться в какое-то министерство, там заведут тик и будут разбираться, и будут наказывать, да? А ты говоришь, это не все поймут, типа, ТИК это дело, да? Дело, откроют дело. Если ты сделаешь жалобу, дело откроют, по делу будут разбираться. И будут разбираться не потому, там, человечный ты или нет, с того ты клана или с этого, там, титульной ты нации или нет, а просто по регламенту повело себя ведомство или нет. И если нет, ему вломят ровно столько, сколько прописано в этом случае ему вламывать. Вот и все. То есть правила прописанные. В Израиле их нету. Их нету, и поэтому, если ты относишься к незащищенному клану, который рассчитывает на право и порядок, то ты в пролете просто все время. И когда я это понял, я понял, что я хочу, чтобы мои дети были более полноправными членами общества. И такими воспитывались и жили. Поэтому сейчас они учатся в России. Как мы дальше они будут жить, не знаю, посмотрим. Подрастут, сами решат. Ты можешь защитить свои права, потому что в Израиле есть правовые механизмы, которые это позволяют делать, которых нет в России. Они работают. Они есть. То есть, если вопрос жизни и смерти, ты будешь это делать. Но если это вопрос денег, то тогда надо смотреть, у тебя есть вообще ресурсы, чтобы это делать? Время и деньги у тебя есть? Или ты в опале работаешь на 3 работах, чтобы прокормить своих детей, и несмотря на то, что твои права очень сильно ущемляют, у тебя просто нет сил даже просто внимания ему уделить, у тебя может не быть. В Израиле ты должен звонить адвокату. С любым вопросом. Если у тебя претензия к какому-то магазину, ты не позвонишь в отдел защиты прав потребителей или не напишешь в книге отзывов и предложений свое требование, его там зарегистрируют с печатью и обязаны будут разбираться. Это в России так работает. В Израиле это не работает. Если ты хочешь написать магазину такое письмо, чтобы на него отреагировали, то там должен быть логотип адвоката. Иначе на него просто не отреагируют. Даже там нет такого, что они обязаны в течение 10 дней ответить. Не ответят. Просто не ответят. Вот я тебе скажу, я снимал квартиру 2 года. Когда я с нее выехал, я увидел, что с меня взяли лишний платеж. Крупная компания, у которой я снимал 2 года квартиру, Вако, они просто взяли с меня лишние деньги. Они не вернули мне все деньги, несмотря на то, что я туда писал. Когда я подумал, что ну окей, надо, чтобы написал адвокат, адвокат попросил с меня за это письмо определенную сумму. Ее никто не возместит, суда же не будет. И я просто в такой ситуации, что либо я адвокату 2000 заплачу, либо я не верну оттуда свои 2000. Ну зачем я тогда буду время тратить? Ну ладно, фиг с ними. 2000, все. И так каждый день. Понятно, не, и получается, что адвокат тоже есть разные адвокаты, нужно знать своего специалиста. И есть такие, которым ты просто заплатишь, и тебе ничего не сделают. И есть такие, которых ты знаешь, например, и тебе вообще денег не возьмут с тебя. Ну, Адвокаты дело наживное, а в Израиле это обязательное дело. Без адвоката никуда. Это первое, что нужно по рекомендациям найти. Потому что если вас обманул ваш адвокат, то найти другого адвоката, который привлечет к ответственности этого адвоката, у вас не получится.
Я там не знаю, у кого как, но у нас, у русских репатриантов, у русскоговорящих репатриантов, не получится это сделать. Не получится. Поэтому тут тоже надо очень аккуратно. У меня огромное количество у моих друзей, у моих знакомых, которые в Израиле 10 лет живут, у которых там успешный бизнес. Огромное количество ситуаций, когда их адвокаты на гигантские деньги просто натянули, и они теперь все в кредитах мучатся и отдают их. Это там тоже огромное количество совершенно бессовестных людей. А почему не получится? Почему, если есть закон, типа, почему не получится типа, одного адвоката на другого? Ну как ты думаешь, почему богатые меньше налогов платят, чем бедные? Может потому что они разбираются в деньгах? Вот адвокаты точно так же. Понимаешь, они разбираются в том, что делают. Очень сложно будет. Так все сделано, что они когда это делают, когда они знают, что они делают подлость, они делают это так, чтобы потом было очень сложно. Чем вы занимались первое время в Акка? Ведь это дальняя периферия на самом деле. Акка это очень далеко от центра, и там мало работы, и маленький уровень зарплат. Ну, про зарплаты я не могу точно сказать. Я, в принципе, и не рассчитывал, потому что на это, когда ехал в Израиль, у меня очень боевой был настрой. У меня работала моя компания в России на тот момент. И я просто собирался с полным настроем. Я сейчас займусь здесь стройкой в Израиле. Вот так вот. Я не собирался ни на какую работу. И не собирался, чтобы моя жена шла на работу. И просто вот буду брать и что-то делать. Вот буквально ходил там по дворам и там кому что сделать. И просто в Аку первая моя работа была, я делал забор. На самом деле у нас очень так, я вот сейчас оглядываясь назад, я могу сказать, вообще обалдеть динамично просто для Израиля. Чем вот, мне кажется, я вот смотрю, вот знаешь, чем я интересен людям, почему так у Виталия зашло вот это видео. Многие жалуются с какие-то трудности, они какой-то путь проходят снизу наверх, а у меня многие вещи, они сразу получились. Я просто не рассказывал о тех, которые не получились, вот, но получились многие вещи, вот эти интересные, как свой какой-то бизнес, работа у меня потом хорошая. И оно не такое что-то, знаете, там миллион заработал, как стать там миллиардером? Ну, понятно, я и не рассчитываю. А оно такое близкое, то, что каждый может сделать, и вот это интересно. Ну ты расскажи без воды, расскажи, что именно, типа, потому что пока Это мы непонятно. все вырежем тогда. Пока все скажешь, что это все обман, начиная на П. 27-28 апреля мы прилетаем, заселяемся в гостишку, идут праздники. Праздники долго идут, поэтому мы 2 недели живем в гостишке на берегу с полным питанием. Красота. Потом, получается, с 15 мая мы уже арендовали квартиру в новом доме, хорошую квартиру, но там было 2 спальни. Вот, квартира с 2 спальнями. Мы ее арендовали у ее собственника, его зовут Махмуд, мы с ним прекрасно до сих пор общаемся, арабская семья, они живут в арабской деревне. И нам пришла в голову мысль, мы пожили немного и поняли, что здесь у нас у детей у каждого своя спальня, а там, получается, мы их двоих затолкали в одну комнату. Сыну у меня сейчас 15, дочери 9. Ну, они там начали активно знакомиться во дворе, гости приходят, и, короче, они давай ссориться друг с другом, потому что у них одна комната, им некомфортно. Мы решили снять другую квартиру, а эту пересдавать посуточно. Мы поехали туда. Вот совсем недавно приехавшие в Израиль ребята едут в арабскую деревню вечером к Махмуту и его семье, делаем там барбекю, с ними прекрасно общаемся на английском. Вот. И, короче, он мне разрешает ее пересдавать посуточно. Квартира новая, в новом доме. Дорогая квартира. Не в старом фонде, а в новом, с холлом вот с этим и все такое. Это вообще было для всех удивительно, потому что, типа, репатриантам вообще такие квартиры не очень-то сдают. Вот, он мало того, что нам сдал, ну, с залогом, конечно, там все, но залог, кстати, наличными тогда был, не брали с нас банковские вот эти. Мы пересдавали ее посуточно, прям легально на Airbnb с уплатой всех налогов и следили за ней, ну, по суткам. А тогда был пик, репатриантов было очень много, ну, вот этот, помнят все, наверное, этот момент, когда была экстренная репатриация. Много людей с денежками, которые, да, приехали сделать документы, но им нужно нормальное, достойное жилье и иногда надолго, потому что праздники, там, ну, Израиль, бюрократия, очереди. Вот. И поэтому мы сдавали. Бывало, человек приехал, думал на несколько дней, а сам 2 недели живет. Вот. Ну,
Зато в нормальных условиях в квартире, он с семьей приезжали люди, то есть как бы в гостинице не очень хочется жить, там в номере с двумя детьми, с тремя. Они снимали вот квартиру. Короче, хорошо мы на этом поработали. Вот, сами сняли другую квартиру в соседнем доме, тоже новую, уже с 3 спальнями. Вот, это был первый мой такой бизнес, который я буквально сделал, наверное, через месяца полтора после того, как приехал в Израиль. Затем я арендовал мастерскую, параллельно с этим арендовал помещение мастерской плотницкой это я рассказывал в ролике у Виталия, это рядом в Кирьят-Бьялике, рядом тоже на севере, ну и начал там всякие штуки мастерить. Тоже получилось все само собой, просто мне в Инстаграме посыпалась реклама дерева, я же плотник, и я просто поехал в ближайшее место, которое мне, там такие пачки дерева в рекламе нарисованы огромные, я просто поехал посмотреть, это правда или нет, на автобусе. Приезжаю, точно, стопки досок, все продается. Спрашиваю, сколько стоит. Туда на базу пришел, в промзону. И, может быть, какие-то заказы у них есть. Оказалось, огромное количество заказов, делать некому. И они без всякого просто так говорят, вот, все, забирай все телефоны, звони этим людям. И, пожалуйста, вот те заказчики. Но покупай дерево у нас. Я говорю, а можно я еще и делать у вас буду, потому что мне негде. Ну, там, большие у меня какие-то вещи, домики заказали. Напилить. Я говорю, я прям тут напилю у вас, прям перед входом в вашу замечательную базу. Вот. Они говорят, а что, давай? Ну, в общем, пока я пилил там несколько дней, ко мне столько людей подошло с заказами, я телефонов пораздавал, что просто, они же, видишь, я работаю, что-то пилю. Красиво так еще, знаешь, что-нибудь нарезаю там, составляю. Я там тоже видосы снимал. А как на иврите, на английском? Все говорят на английском. Арабы, евреи, неважно. Все говорят хорошо на английском. Все, кто занят каким-то делом, не бездельники, а вот именно кто хоть чем-то занимается, у всех хороший английский. Даже у детей. Вот. И, в общем, поэтому заказов было много. Я начал работать. Быстро сразу купил машину. Там заработал на простенькую Ford Универсал. У универсалов у них подвеска другая, у них когда на крышу наваливаешь, они не продавливаются. Вот кто не знал, кстати, важный момент. А в Израиле это нормально, что ты на крыше возишь полтонны досок. Кстати, да, я вот работаю с дистрибьюторами, которые привозят двери, и я приезжаю к ним на склад и вижу, что к ним приезжают не машинки типа Газели, а именно вот такие Toyota Prius такие, типа, не Prius, ну как это, универсал. Prius, да? Ну такие длинные. И я думаю, почему они на этих машинах, типа, возят сверху двери и кладут. Двери это фигня. Я тебе пришлю фотку, ты можешь ее в видео вставить. Тут такая фотка, ты не поверишь. Я тебе просто пришлю фотку. И сразу скажу, это я в Хайфе забирал, чтобы везти в Тель-Авив. И я тебе пришлю фотку. У меня на крыше лежит вот такой вот клееный брус 6-метровый. И я его повез нормально. По всем Кармельским туннелям. Загрузил машину, повез доски. Это Израиль, детка. Я типа подумал и забыл, да, этот момент. Вот сейчас ты рассказываешь, я вспомнил про это, то, что вот они двери кладут, так много-много дверей и везут. Я думаю, как они на таких машинах вообще что-то там перевозят. Прогибается, крыша у тебя прогибается. То есть металл на крыше, он прогибает. Ты слышишь, как это все хрустит, но ты едешь нормально, потому что все так делают. В России, конечно же, тебе за это сразу вломят просто по первой. Ты не можешь на крыше в России... Здесь тоже нельзя, но все это делают, и это беспредел на самом деле большой на дорогах. Ну, то есть, тебя могут поймать, как бы, дать штраф. Ни разу такого не было, хотя штрафы были, и у меня сейчас приостановлены права и так далее. Ну, это отдельная история. Но не за это. Не, ну, типа, вообще, кого-то ловят, кого-то не ловят. Ты можешь спокойно что-то сделать, там, отвезти что-то, и тебя даже не остановит никто. Некоторые, смотри, вот полицейские тоже, некоторые ловят, да, за телефон водителей. Но если полицейский уже едет домой со смены и увидел тебя, что ты с телефоном, может тебя даже не остановить, просто проехать мимо. Он едет со смены домой. Слушай, у меня этих историй довольно много. Я тебе могу сказать, что в мою машину полицейский намеренно врезался, когда я вечером забирал тестя с аэропорта. Тесть прилетел в Израиле первый раз в жизни в гости. Я везу его ночью домой, в час ночи. И встаю не в ту полосу. Я встаю в полосу, на которой можно только налево.
Справа подъезжает полицейская машина. Он смотрит на меня и понимает, что мне прямо. Потому что я не включил поворотник. И он мне показывает: нет, я прошу, пожалуйста, показываю. Он, еще свет не загорелся, берет и втыкается в меня передом, мне в крыло вот так, до хруста. И показывает: поворачивай налево. Тесть вообще в шоке сидит. Что происходит? Это какое-то нападение или что? Час ночи, ни одной машины. Дорога из 6 полос. Я в самой левой стою, прямо не дали поехать. И еще и мне прям процарапал по крылу. И когда свет загорелся, он уехал прямо. Все, это правда, это случилось. Это было. Вот это, тесть вообще сидит, говорит: это нормально вообще здесь? И я говорю: ну, наверное, я не знаю. Ну, у меня машина старенькая, ладно, хрен с ним. Вот, ну, как бы, ну, это просто реальный случай. Да, это такое, как бы... Это какая-то дичь история. Я не знаю, но... Короче, на крыше все возят. Самое главное, на крыше все возят. И у меня есть такие фотки, что я возил, ну, просто как бы... Потому что, опять же, в России доставки, они очень дешевые. Доставки какими-то грузовыми машинами, там, до 3 тонн, это все очень дешево стоит здесь. И это можно вот приложение, где ты вызываешь такси, вызвать грузовую машину вместе с грузчиком. И она приедет через 15 минут, у тебя что угодно заберет, и это стоит копейки. А в Израиле это мега дорого. Доставки это дорого очень. Поэтому часто какие-то такие ремесленные дела, типа плотницких. Вот если я работаю на севере, то значит я работаю на севере. Это обычно так. То есть нет, мало таких людей, которые по всей стране специалисты возят что-то, что им надо возить. Вот, они обычно локализованы в Израиле. На севере, так на севере Тель-Авив, так Тель-Авив, и рядом Бат-Ям, там, может быть, там Ришон. Вот, те, кто в Иерусалиме, те только в Иерусалиме. Вот как-то так это все устроено. Вот именно по этим тоже причинам. Потому что логистика очень дорогая. Самому дорого ездить, платные дороги, дорогой бензин. А если что-то надо везти, доставки делать, капец. Расскажи про строительный бизнес, вообще про строительство. Расскажи, в чем разница между Россией и Израилем? Я хочу сказать, что это то, что у меня не получилось. Я сделал несколько серьезных попыток. И попытка это не просто выйти с какой-то компанией, поучаствовать в их команде и что-то вместе построить. Это я хотел себе взять объект целиком, набрать свою команду и самостоятельно построить этот дом. Для какой-то компании, для какого-то клиента, неважно, опосредованно через какую-то компанию или напрямую. Но у меня не получилось этого. Потому что именно люди, привыкшие к беспорядку, я договариваюсь, я графики составляю, но у меня не... В общем, короче говоря, не получилось. А самое главное, что вся вот эта подготовка моя, я просто попал на большие деньги, и поэтому потом, до чего я хотел дойти, я пошел на работу по найму. Извиняюсь, да, расскажи более подробно, чтобы понять, вот, что у тебя не получилось, в чем была проблема, типа, вот. То, что ты говоришь, это общие слова, типа, конкретно расскажи, в чем конкретно была проблема и сравнение, вот в России так, а в Израиле так. В чем отличие? Ну давай смотри, я скажу тебе как есть. То есть Израиль страна маленькая, и как такового бизнеса там в принципе мало. Того, что называется в России бизнесом. Это все ремесленничество. И вот компания, в которую я пошел, это мои первые попытки заняться стройкой каркасные на этом предприятии, они наткнулись на то, что собственники этого предприятия, они просто морально не были готовы делегировать вообще эту работу мне. Они сами, даже самый директор и владелец компании, старичок уже, периодически приезжал на стройку, нервно вырывал у арабов из рук молоток и начинал что-то забивать. Он сам был в костюме, то есть грязный весь, что-то забивает, потный, на всех наорал, бросил в грязь молоток и уехал. То есть это вот обычное поведение компании строительной, которая много лет на рынке, строит каркасные дома, и у них огромный там масштабов именно производства, это все стоит денег, много в их команде людей, но они сами работают, не делегируют это, они не налаживают техпроцесс, не делают никаких регламентов, и они не считают финансовый результат. К ним деньги приходят, они работают задорого. И как сквозь решето, я как предприниматель, как человек, у которого такое было предприятие, просто вижу, как сквозь решето деньги они пропускают через себя, и ничего не остается. И это десятилетиями. И моя роль... А вот в каком плане? А что должно оставаться? Деньги должны оставаться. Для этого, например, если тебе нужно вывести 3 человека для того, чтобы они выполнили какую-то задачу, и каждый из них по 500 шекелей в день получает строитель, тебе не нужно выводить 12. Не нужно. Для этого нужно сделать график работ. Сегодня ставим цену, надо 3 или 4 человека. Нужно, чтобы один вышел и все разметил, и поставили стены. Но можно этого не делать, вывести 12 человек,
И машина, которая за час расставила бы все стены, и которая стоит в день 10 тысяч шекелей, ну, как это на русском сказать, самогруз, машина, которая расставит все стены, она бы приехала на час и расставила. Но она стоит весь день, иногда 2 дня. И 12 человек работают. Просто потому что, ну, я не знаю, зачем они, но просто они не пытаются сделать порядок в работе. И вот моя роль в этой команде, она меня очень не устраивала. Я делал несколько попыток, но очень много на это потратил моральных сил, внимания, пытался что-то считать, им показывать вот так, но этого не получилось. Я не пробился через них и просто оставил. Они стоят на месте, потому что деньги проходят через них, они у них не остаются. Я просто как предприниматель, я это очень прекрасно вижу и конкретно где и сколько и как все я понимаю. Я знаю, за сколько что продается и сколько, ну, я просто оно не сходится. Я думаю, они даже в долгах. Вот. То есть они просто по итогу многих лет, они в больших долгах. Это ты пришел работать в найме, получается. А вот ты расскажи, когда ты пытался построить дома, да? Мне дали объект. Во-первых, вообще как, с чего это началось? Одна строительная компания, она есть и сейчас, я не буду говорить какая, она взяла проект и попробовала своими силами его построить на территориях. У них не получилось этого сделать, они начали эти работы, у них не получилось. Ну, просто технический уровень специалистов их очень низкий. Там технология ЛСТК. Это не деревянный каркас, а металлический, скажем так. И легкий профиль. Сейчас это набирает там популярность, это и в России набирает популярность. Но, в общем, они не справились, и поэтому надо было срочно кого-то, кто продолжит. И они нашли меня, и просто вот так вот дали бюджет, и какой у тебя бюджет, какое время, и вот кого хочешь нанимай, вот тебе проект. И я взялся за него. А как ты, типа, извиняюсь, что перебиваю, да? Ну, то есть мы тебя как бы не знаем, да? Как они тебя нашли? Шли из-за Фейсбука. Потому что, ну, я говорю, умею продавать. Им нужно было решение. Ты поехал, ты сделал Facebook страницу, описал, что ты делаешь, что ты умеешь, и тебя просто нашли? Совершенно верно. Без знакомств, без всего, просто кто-то тебе написал? Именно так. Окей. И так бывает, типа, и тебе доверили бюджет? Это очень упрощенно, то, как ты это описал. Но ты, когда подписываешься на человека и долго его читаешь, ты можешь со временем оценить его просто человеческие качества и его профессионализм. Если он много публикует и пишет о том, что делает, ты можешь это сделать. Эти люди это сделали. Они за мной следили, они поняли, да, этот парень нам подходит. Я просто задаю вопросы, может быть, бестактные, как бы я не пытаюсь тебя обидеть там, да, просто пытаюсь понять как зритель. Просто как зритель. Я просто объяснил, как это работает. Для меня это тоже было определенным откровением, потому что Facebook я начал вести только в Израиле, когда приехал. Вот. Но вести много его начал. У меня не было там друзей, с которыми я могу поговорить, и мне хотелось общаться, я такой человек, и я просто все лил туда. Вот. Получал большую поддержку и довольно большой охват. Я писал посты по строительной теме в специфические группы про ремонт и так далее. Там вот как бы люди сидят, они на русском языке я писал. Короче говоря, мне дали объект. Мне дали бюджет, я сделал графики, я подготовил договор. Но получилось так, что, собственно, все бы шло по плану, если бы просто по плану, по которому мы договорились, мне переводили деньги. Потому что в какой-то момент у меня выходит 2 человека, а с какого-то уже 8. Я не могу вывести 8 человек, когда мне не перечислили деньги для этих 8 человек. То есть тебя как бы кинули просто на деньги? Верно. Они просто перестали... То есть заказчик как посредник. Есть хозяин дома, есть строительная компания, с которой я работаю. Не на которую я нанимаюсь, я сам по себе от СМИ, но с которыми я работаю, как они генподрядчик, а я подрядчик. И в данном случае генподрядчик взял с хозяина дома деньги и потратил их, потерял. Я не знаю, что случилось. И просто, ну, буквально, я никак это не приукрашиваю, мне сказали, денег нет, но будут. И вот мне обещают. Вот шаббат, значит, съем решено, ну, с воскресенья, с первого дня недели. Мы должны там с кучей других людей ехать на объект, а денег нет. И я просто понял, шаббат кончился, там генподрядчик, он, значит, верующий, он не будет отвечать в шаббат. И просто я дождался вечера, когда он не отвечает, он первый раз не поднял трубку, я отпустил всех домой. Все, я сказал, объект отменяется. И это был тот момент, когда я очень сильно попал на деньги. Потому что, когда ты готовишься к объекту, ты не берешь другую работу.
И эта подготовка съела у меня там около 3 месяцев вообще. Я настолько, это была моя попытка, номер, как все, я думал, сейчас я сделаю. Я много готовился, я много читал, искал людей, в том числе через Facebook, очень заряженных таких классных ребят, в том числе с лицензиями со всеми здесь. Они прям вот хотели такое что-то сделать классное. Вот, я всех нашел. Я нашел команду, кто сделает быстро, круто, и вот как я все расписал, как я здесь у себя в России делал. Но что есть, то есть. Просто, когда настал определенный этап, он просто не принес деньги. Просто надо понимать, что в Израиле один день вывести на работу людей, один день вывести на работу там одного человека, это его надо привести, покормить, оплатить ему транспортные расходы. Ну, это 500 шекелей просто в день. Вывел 3 человек, 1500 в день. В неделю их повыводил на обещаниях. Ты потом попадаешь на бабки просто. Я не стал этого делать. Но люди, чтобы выйти ко мне, они очень ждали нас долго, чтобы начать этот объект начался намного позже, чем обещали. И все просто сидели дома в ожидании. Кто-то не дождался, но я нашел запасных, пока мы, ну и так далее. То есть это мало того, что мое имя потратили, да, ребята потом больше меня слушать не стали, конечно, когда они мне правда бы понадобились. Так и еще и получается, я как бы не брал в работу, там, кафе просили построить, еще что-то. Я не брал, потому что я на этом объекте сфокусировался и им занимался. И ел эти завтраки вот 2 месяца прям. Потом мы начали этот объект, неделю его делали, а потом меня бросили. И я тогда все это закрыл и решил, так, все, эту попытку останавливаем. У нас очень тяжелая финансовая ситуация дома, и из-за этого очень стресс, и что делать? И я просто жене говорю, слушай, я просто пойду на работу, чтобы знать, что она есть, эта работа. Почему я пошел на работу? Очень просто. Несмотря на то, что у меня хороший оборот, я плачу с этого налоги, показываю через бухгалтерию банку. Я даже наличку, которую брал, я клал в банк всегда, чтобы вот в банке был оборот. У меня не было кредитной карты. Я не мог взять кредит. Потому что я вот от СМАИ, потому что я не работаю. Когда у тебя с кем-то есть трудовые отношения, у тебя больше возможностей в этом плане. Для банка. Тебе нужны вот эти тлуши. Ну, то есть квитанции, как это на русском сказать? Зарплатные ведомости. И я решил, хорошо, я сейчас пойду на работу, у нас откроются эти возможности, и я больше не буду вынужден, ну, вот так вот, что-то с такой просадкой, что у нас совсем денег на еду не осталось. У нас был такой момент, что мы ходили, в Аку есть место, где ты можешь взять обед за 1 шекель. И мы брали там обеды для всей семьи, у нас был такой момент, потому что у нас просто вообще денег нет. И нет никакого кредита, нет никакой карты кредитной, минусов в банке не разрешено, ничего не было вообще. И вот был момент, когда нечего есть просто. То есть до такой степени вот после этой стройки было, что я просто говорю, я пойду на работу, и мы все исправим. Написал пост, нашел работу. И куда ты пошел? Зарплата с 15 000 шекелей. Я пошел... В общем, это называется НДТ. Это неразрушающая диагностика. Вот, неразрушающая диагностика трубопроводов. Это не братья Марио лазить по канализации, искать утечки в трубах с говном, а это... определять с помощью специального оборудования, где идет трубопровод металлический под землей, и с помощью спутникового оборудования составлять карту этих водопроводов по всем городам Израиля просто, вот где они идут. Вот это то, чем я занимался. Как ты нашел эту работу? Типа, как-то вообще, как ты находишь такую работу? Я тоже хочу найти такую работу, можно тоже меня устроить? Просто написал пост в Facebook о том, что я люблю формулировать, на самом деле, вот так поговорив с тобой, я мог за второй раз сказать все это в 10 раз короче. И я поэтому говорю всегда со своей женой. Она мне помогает внятно сформулировать то, что я хочу. Я написал пост, где я внятно написал, какая мне нужна зарплата, что я хочу делать, что и как и почему. И этот пост, он у меня в Фейсбуке. Если кто-то думает, что я вру, там прям в комментариях мне предложили несколько вариантов, люди, которых я не знаю, работу. Еще в личные сообщения мне предложили работу. Хотя я написал, я рассматриваю зарплату от 15 000 шекелей. Я не большой парень, я не могу грузить и таскать, я вообще плохо переношу жару. Но я вот такой умный и осознанный человек. Возьмите меня на работу за 15 000 шекелей. Можете найти этот пост, можете найти к нему комментарии. Там несколько человек предложили мне работу. Это я не знаю этих людей. Просто к первому же, кто ее предложил, я пошел работать. Вот он предложил, я сразу с ним встретился на следующий день. Мы ударили по рукам, и все, я начал работать. Прекрасная работа, обалденный начальник. И более того, для меня морально было тяжело на работу по найму пойти. Но я могу сказать, что из всех работ по найму это была лучшая работа в моей жизни. И вот сейчас я по ней скучаю. Сейчас я поеду в Израиль через месяц. И я поеду где-то на 2-3 месяца туда. Я соскучился.
у меня там есть заказы плотницкие, и я обязательно какое-то время поработаю со своим начальником, ему очень нужна эта помощь. И я скучаю по этой работе, потому как мы шарохались по этим арабским деревням и определяли эти трубопроводы. Извиняюсь, а что нужно делать на этой работе? Потому что работа, а вот что ты конкретно там делаешь? Работа интересная. Она заключается, две основные задачи. Во-первых, мы определяем сети. Определяем, это значит, просто мы буквально с таким электромагнитным антеннами определяем, где идет водопровод под землей. То есть нужно ходить, типа как геологи, да? Дело в том, что мы ничего не копаем, это чистая работа. То есть ты просто рисуешь баллончиком прямо на асфальте по городу идешь, и вот если под тобой труба, ты рисуешь линию. И ты идешь и просто весь город разрисовываешь. А потом находят эти надписи, типа пропаганда. Следом за мной идет мой босс с такой палкой, на которой GPS, это спутниковое оборудование, которое точное положение определяет. И на мои метки ее ставит, и эти данные вносит в программу. В итоге в программе получается в трехмерном виде все водопроводы этого города. Объясни просто простыми словами, чтобы люди, которые смотрят, чтобы они поняли, о чем вообще, что происходит. Типа, человек рассказывает, 15 тысяч шекелей получает, типа, за то, что линии рисует, типа, непонятно, как он скажет, типа, что-то здесь где-то здесь какое-то что-то непонятное происходит. Смотри, я объясняю сначала. То есть, две основные задачи. Определяем, картографируем, делаем карты трубопроводов, то есть городских сетей, водопроводов, не канализации, не труба с говном, а вода. В Израиле дорогая вода, нужно знать, где водопроводы, сколько их, сколько в них воды. Мы это определяем, этих карт нет. Есть нормы, там рассказывает, какие водопроводы, какая там сумасшедшая правильная система в Израиле. Это абсолютнейшая все неправда, он меня этим очень раздражает. Это неправда. Никто не знает, где эти трубопроводы проходят и сколько их. Он делал видео там сумасшедшие, про невероятные технологии, но это просто неправда. Есть нормы по отступлению водопроводной воды чистой от канализации, от электросетей. Все это не соблюдается настолько, что не просто не соблюдается, никто даже не знает, где идет водопровод. Могут просто на него прямо уложить электрический кабель. Прямо на него, прям на него, на трубу на железную. И этого полно, этого навалом вообще. Никто ничего не соблюдает. Ну и для того, чтобы хоть как-то к порядку идти, есть кто? Есть Тимур, есть Владимир, мой босс, и есть еще парочка таких на весь Израиль, и все. Вот, и, соответственно, водные корпорации, они заказывают услуги у компании, в которую я пошел работать. И получают по итогу электронно-цифровые карты всех своих сетей с точным географическим местоположением всех отворотов, отводов, гамалонов. Вот как ты скажешь гамалон на русском? В России труба не выходит из-под земли вот так. То есть это такой элемент водопровода, который выходит из-под земли. На нем стоит, например, большой кран. И вот после этого береса уже там идет какое-то разветвление. Но это все над землей. В России всегда все под землей. И вот этот вот горбулька, которая вылазит, она называется гамалон на иврите. Вот. Собственно, вот ходишь, вот это все картографируешь. Вот этот файл составляешь. Вот это вот очень такая высококвалифицированная прям работа, в которой надо соображать. Потому что этот детектор, которым ты это определяешь под водой, под землей, он не просвечивает землю. Он дает сигнал. Тебе нужно головой понять, это сигнал от провода идет, от трубы, по которой течет вода, или от трубы, по которой уже не течет вода, может это старая какая-то. Надо много думать, способов перепроверки, нужно думать головой. Это очень не любят люди делать, поэтому просто походить час, отходить с этой штукой не получится, нужен результат в конце, поэтому зарплата высокая. Кроме того, нужно второе, это искать утечки. Ты с таким микрофоном, с такой шпагой, железная шпага, метр длиной, ходишь по арабской деревне, среди арабских подростков и тычешь в трубы, ища тот самый звук. При этом, когда ты тычешь в трубы, ты слышишь, как через 2 дома кто-то какает, кто-то музыку в ванной слушает, кто-то там еще чем-то занимается. Ты все слышишь. Слышимость через этот микрофон, она просто шикарная. Но тебе надо услышать вот этот самый звук утечки.
И он отличается. У тебя должен быть очень хороший слух. И это то, что я делал. Но самое главное, что далеко не все люди впишутся вот так вот ходить с плохим знанием иврита, вот по таким арабским деревням среди этих подростков. Это не для каждого работа. Вообще, я сразу говорю, это не для каждого работа. Поэтому и зарплата высокая. Потому что... Но мне было очень интересно. Мне понравилось то, как записка кто-то какал. Ну, что есть, то есть. Это очень высокочувствительный микрофон. Что тебе не понравилось в Израиле в сравнении с Россией? Мне не понравился уровень безопасности, просто бытовой. Я не поговорю про войну и про политику. Я говорю про бытовой уровень безопасности, про настолько отсутствие регламентов и порядка, что ты в опасности, потому что просто никто за это не отвечает, и нет каких-то правил, по которым это должно быть сделано. Вот, например, пример с медицинской книжкой. Ее в принципе там нет. Ты просто можешь пойти в кафе мыть посуду. Неважно, болеешь ты какой-то болезнью или нет, это на твоей ответственности. Тебя никто даже не спросит, и никто не должен проверить. Вот. И таких вещей на самом деле довольно много, но никто не проверяет. Ну, как бы, не знаю, как это работает, но чувствуешь себя небезопасно. Ты как бы сам должен все время это спросить и проверять. Вот поэтому у меня нет доверия врачам, например. Потому что, а кто-нибудь вообще их спросил, интересно, там, не знаю, кто-нибудь что-нибудь от них потребовал, там. Или только если я с адвокатом подам в суд, то вот тогда выяснится. Вот второе, вот скорее всего вот так. Вот это мне не понравилось, конечно. Ну, почему? У врачей же висят эти удостоверения, их лицензии и все такое. А кто сказал, что они должны быть? Они не должны быть. Никто не регламентирует это. Типа это придает уверенности, что этот человек нормальный специалист. Но ты как бы не знаешь, ты же сам не специалист. Вот как ты приезжая из России, ты полагаешься, что раз кто-то чем-то занимается, значит ему там государство разрешило, иначе он бы не стал. Но в Израиле не так. Я просто могу свой конкретный случай рассказать. Как мне вырвали зуб. Вот здесь вот 8, это зуб мудрости, нижний. Я пришел к врачу Вако, он меня чуть не убил. Это была самая жуткая пытка, которую вообще в жизни пережил, физическая. Просто И дело не только в непрофессионализме, что он меня чуть не убил, а о том, как он вообще себя повел. То есть он ночью буквально выставил меня на улицу, насколько я как это воспринимал и помню, что я в неадекватном состоянии уже. И жена моя без прав на машину сама повезла меня в другой город, в больницу, чтобы меня спасали. Меня там откачивали под капельницами. Я сказал там, что произошло, но никто ничего не предпринял. Этот врач дальше работает, а Министерство абсорбции его рекламирует в Фейсбуке. Просто вообще ничего не произошло. А что было, конкретно? Он, тебе вырывал зуб без обезболивающего или что? Во-первых, как впоследствии я узнал, он просто не имел права это делать вообще. Потому что зуб мудрости вырывать это хирургическая операция. Это не дантист должен делать, а хирург. Лицензия хирурга должна быть. Он не мог это делать. Но он это сделал. И он не смог это сделать, у меня до сих пор там часть зуба осталась. Он стал это делать. Почему прокаратись? Почему хирург? Дело в анестезии. Потому что когда ставят в зуб местную анестезию, это имеет право делать дантист. А когда нужно центральный нерв ставить, это может делать только хирург. И поэтому он не ставил мне туда, куда положено. И поэтому ничего не обезболилось. Мне было больно. И он втыкал местную, втыкал. Но, как вы знаете, это делается по весу. Я вешу там 75 килограмм, там нужно рассчитать, сколько мне можно делать этих уколов. Он ничего не считал, он их влупил, наверное, с десяток и не больше. Я уже спрашивал, может, уже не надо. Потому что он тянет, у меня рефлекс срабатывает, мне очень больно. Он там пилит, он мне там все раскроил вот так вот там. Жена моя там сидела, она в шоке была. Просто это много часов пытка продолжалась, и у него не получалось меня обезболить. И он еще и еще втыкал, пока меня не начало колошматить, вот так вот трясти всего просто. Меня жена схватила в охапку. Он сказал, все, поздно, я закрываюсь, и поехал домой. А моя жена меня запихала в машину и повезла в Наари искать больницу. У нее ни иврита, ни английского, ночь. И вообще там по навигатору где-то спасите моего мужа. Я там вот так в слюнях валялся в холле, час ждал, пока на меня обратят внимание. Потом меня под капельницы положили, я до утра лежал под капельницей. И потом меня отправили домой. И все, никто ничего не сделал. Сейчас здесь, в России, за кучу денег я это исправляю, перелечиваю. У меня огромное там воспаление, периодонтит, вот под этими зубами там.
Ну, трэш, просто трэш. Это, ну, Кошмар. Это натуральный кошмар. И никто ничего не сделал. Ни в больнице, хотя это все зафиксировано, зарегистрировано. Взяли с меня там 1000 шекелей за то, что меня в эту больницу привезли. За то, что я потом утром уехал. Тоже хрен его там разбери, что почему. Никто ничего не сделал. Конечно, меня это бесит. Конечно, это, ну, это вообще для меня было такое мощное открытие глаз, когда я понял, что израильская медицина. Ну да, ну да. Вот. Так что, да, такая история. То есть, это кусок истории. Жесть история. Самое страшное было не это. Самое страшное было где-то через 2 дня после этого. Когда у меня начало все болеть. И я не мог найти помощь нигде. Знаешь, кто меня спас? Facebook. Потому что мне никто не хотел помогать. Потому что после какого-то врача исправлять не хочет никто. Это очень чревато со всеми адвокатами в Израиле. И никто не хочет за это браться. Они просто отказывались. Ответственность. Это тоже очень важное отличие. В Израиле как это устроена медицина. Я не знаю, что там с клятвой Гиппократа, но если я приползу в любое медицинское учреждение и буду умирать от боли, они не смогут мне отказать в обслуживании. Иначе они пойдут под суд. Это в России. В любое, коммерческое, некоммерческое. Они не могут закрыть передо мной дверь. В Израиле передо мной это сделали прям в буквальном смысле. Закрыли дверь на ключ передо мной в медицинском учреждении, когда я лежал в слюнях и умирал от боли. Это реально произошло, я не приукрашиваю. Я не знал, что делать. Я просто в слезах записал в Facebook: люди, помогите, я 3 суток не сплю, не ем, я не могу уснуть ни на секунду. Я просто случайным образом обнаружил, что, набрав прохладную воду, вот так, я могу загасить немного боль. И поэтому вот так с водой я сидел 3 суток день и ночь. И когда я стал уже выключаться, и вода вытекает, и начинается боль по нарастающей, адская просто. И ну, просто я написал в Facebook: пожалуйста, я умираю, просто не знаю. Я там, жена у меня в слезах там звонила и в абсорбции, все, просто спасите его, ну кто-нибудь. Ну а что делать? К тому врачу мы не хотим, он нас чуть не убил. Давайте что-то сделаем, помогите ему. Нет, просто... И просто кто-то в Фейсбуке, женщина, спасибо Господи вообще, она мне ответила: у меня есть знакомый стоматолог, дантист Виктор в Тель-Авиве, дорогой, позвони ему. Просто вот 3 суток я промучился, я позвонил Виктору, Виктор говорит: Тимур, как болит? Как будто долбит или как будто пилит? На что реагирует? На горячее и на холодное. А как реагирует? По нарастающей или по убивающей? Пульсирующее или... Вот так. Вот буквально задает такие вопросы, несколько. Я ему отвечаю как есть, и он говорит: у тебя открытый нерв. То есть он опытный очень, талантливый просто человек, специалист реально. Он говорит: у тебя открытый нерв. Я говорю: ну как, он мне там все запечатал. Он говорит: нет, открытый нерв. Едь ко мне. Ночь. Он ночью приезжает в Тель-Авиве, открывает свою клинику, кладет меня на кушетку, обмазывает мне чем-то зуб, и говорит: ставит вот этот укол правильный, он хирург с лицензией, ставит укол, говорит: нельзя было без него делать, поэтому тебе и больно. То есть он мне рассказал. Говорит: сейчас он несколько часов будет действовать, едь домой, когда едешь домой, сразу ложись спать, хоть 3 суток не спал, попробуй восстановиться, пока действует. Если начнется адова боль, опять, приедешь, значит будем значит я не угадал. А если я угадал, то зуб болеть больше не будет. Я как ненормальный с Тель-Авива мчу в Аку домой, забегаю в кроссовках, падаю в кровать и засыпаю. Думаю, сейчас через час от боли проснусь, и тогда начну что-то делать. Еще в чем дело-то? Нельзя в Израиле купить обезболивающее. Нельзя, нету. Нет сильных обезболивающих. Но есть этот Адвил. Ты не можешь купить сильное обезболивающее типа Кетанова. Не можешь. Нету. Даже тебе никто не выпишет. Для этого тебе должен принять врач, который автоматически, приняв тебя, и ответственность на себя примет за предыдущего врача. Потом никто не принимает и не выписывает. Говорю, 3 дня мы тыркались, не смогли ничего найти. Ни с абсорбцией, ни с кем. Короче, этот врач обмазал. Я прибегаю домой ночью, ложусь спать, думаю, хоть час посплю. Где-то в час ночи я забегаю домой, ложусь, открываю глаза, 8 утра. Представляешь, как я счастлив был? И ничего не болит. Я просто звоню, говорю: Виктор, я весь в слезах. Я говорю: просто, я не знаю, насколько я вам благодарен. Просто. Он говорит: езжай сюда. Отдохнул? Я говорю: отдохнул. Езжай. Приезжаю, вскрывает зуб. Да, говорит, трещина. То есть, получалось, он мне когда тот зуб вырывал, он сломал мне другой зуб. И была трещина, и открытый нерв болел. Короче, он это все починил. Там уже воспаление, все. Он, починил. И ничего не болело, я так и ходил.
Я так и ходил, но на самом деле был огромный периодонтит, начало это все гноиться там внутри, но это как бы годами шло. Ело мою энергию, поднывало, но не сильно. И вот сейчас я в Россию приехал, я вот здесь в лучшей клинике вообще в стране, за кучу денег я все это сейчас отремонтировал после него. Вот и все. Как бы, ну, вот то, что я пережил, реально. Это вообще вот это случай. Расскажи, как и когда с женой вы окончательно решили для себя, что вы не остаетесь в Израиле? Я тебе так скажу, это несколько вещей. И одна из самых сильных вещей, это вот клановость, про которую я тебе рассказал, когда мы осознали, кто мы тут. Кто бы там что красиво не говорил, там блогеры рассказывают, что демократия, и все тут одинаковые, мы почувствовали, что нет, это было важно для нас, и это было как бы неприятно. Потому что мои дети в этом, в школе, и мне не нравится пропаганда религиозная в школе. И вкупе вот с этим всем, что на них давят, мне не нравится, что давят на моих детей, потому что, ну, у меня... особенные дети, на них нельзя давить, скажем так. Но на них давили. Соответственно, это был очень мощный фактор уже, где мы очень сильно колебали. Давили буллингом, типа, или давили... Ну, сына моего не побулишь. Он центнер сейчас весит, он больше меня на голову. Вот. Ну и вообще с характером, сам кому хочешь там. Его заставляли учить Тору, например. Он бы, может, и сам выучил. Но знаешь, когда это принудилово, мне это не нравится тоже, и ему не нравится. Он очень категоричен в таких вопросах, когда на него давят. Это было первое, чего бы, в принципе, может, уже бы и хватило, но на самом деле мы почувствовали большую разницу в социуме, когда переехали в Тель-Авив. И мы подумали, блин, мы бы тут остались. Но знаешь, когда мы переезжали, начал долбить Иран. И если раньше мы жили на севере и долбили, блин, север, оттуда этими касамами, как это вот скажешь по-русски? Ракетами, маленькими ракетами долбил Ливан. То когда мы переехали в Тель-Авив, начал долбить Иран. Вот, ты знаешь, чем Иран долбит. И долбить он начал именно по Тель-Авиву. Именно в тот день, когда вот мы переезжали, причем наши дети уже были в квартире в Тель-Авиве, а мы ехали и перевозили вещи из Акку. И вот в этот вечер началась вся эта долбежка. Это был вообще кошмар просто какой-то. Мы летели по дороге просто 150 на этом старом Форде. Невзирая на все, что там над головами, над нашими этими салюты были в Хайфе, мы просто мчали, потому что у нас дети в Тель-Авиве. Потому что когда мы разговаривали с сыном, в 4 километрах прилетела баллистика, и там так все долбануло, что он телефон уронил, связь прошла, и мы не знали, что дети-то. Они не хотели войти в убежище, оно в Тель-Авиве, оно не в квартире у нас было, а у нас старая там была квартира, а под домом. Все, у жены истерика, нам час еще ехать, я просто летел как ненормально, невзирая на все тревоги, на приложение. Кто не знает, в Израиле приложение, оно кричит, когда ты находишься в районе поражения ракет. Поэтому оно у нас кричало, потому что мы в районе, но мы мчали просто по шоссе. Тоже такой был тяжелый момент. И вот с этого началась прям, вот это у нас прям сильно, потому что каждый день в Тель-Авиве долбили. Мы поняли, мы уже переехали. Тут люди другие, нам гораздо больше они нравятся, чем вот мы жили на севере. И мы бы вообще остались, наверное. Но долбили, через месячишко мы поняли, что нет. И я отправил семью в Россию, сам думал вообще в Канаду куда-то поехать или как-то это переждать. После того, как мы уехали, закончились боевые действия, настало такое перемирие, и буквально через неделю мне люди писали, мы вообще не поняли, ты почему уехал? То есть память короткая очень сильно. Я только что уехал, потому что боялся на работу ездить, деки делать, деревянные в Тель-Авиве, просто боялся. А сейчас никто не долбит, и все, и уже все не помнят. И вообще не понимают, а что ты уехал-то? У тебя уже заказы шикарные, ты уже в Тель-Авив переехал, у тебя вообще все классно, ровно. Сейчас у тебя дети бы, наверное, там в хорошую школу пошли. Все класс, что ты свалил, правда? У меня уже все было хорошо. Ну, блин, долбили, и все, мы не смогли, потому что мы переехали в Тель-Авив, наши дети не пошли там в школы. Потому что школы не работали. Просто не работали. Уже очень долго не работали, они очень долго учебу пропускали на тот момент. Потому что мы жили на севере, нас на севере долбили. Школы постоянно не работали. Потом переехали в Тель-Авив, там все не работало, и даже пойти и узнать что-то по этому поводу, там, куда ребенка, было невозможно, ну, все не работают. Работать я тоже не могу, мне было страшно ехать на работу, потому что ты едешь за рулем, все почему-то остановились под мостом, блин. А GPS не работает, из-за этого не работает ТВА-дом, приложение не работает. И просто ты понимаешь, тебя бомбят, ты останавливаешься под мостом и в прямой видимости видишь, как херанули по полю просто вот так вот, просто. И стоишь со всеми под этим мостом и думаешь, что вообще дальше ехать? Ну страшно. Ты живешь в Тель-Авиве, 9 тысяч стоит квартира в месяц. Не работаешь, потому что ты боишься на работу ездить. Дети у тебя не учатся. И им очень хреново дома сидеть, у нас нет там мамада в доме. В Тель-Авиве у нас не было мамада в квартире. Детям страшно, мы на верхнем этаже живем.
Ну или там перед верхним, неважно. Просто мы понимаем, что если там рядом прилетит, мы там все под завалами будем. Детям страшно, они сидят дома, на улицу тоже не выходят. Когда ты сидишь дома сиднем, это мы так не привыкли, мы много ходим. Рядом Яркон, ходили, пытались гулять в парк, там еще что-то, но это тоже вышел, азака, ну, сирена. Все, побежали где-то прятаться, где там в этом Ярконе этот самый, искать мамады. То есть, короче, напряженно слишком было. И кроме того, по деньгам. То есть мы понимаем, что у нас расходы очень большие, если мы в Тель-Авиве живем, а работать не получается. Поэтому я семью отправил в Россию. Сам думал поехать в Канаду, но потом понял, что я слишком от всего устал, и мне просто нужно вернуться и отдохнуть. Что я и сделал. Как мы подготовились к уезду из Израиля? Ну, во-первых, мы приняли такое решение, что мы уезжаем. Я отправил жену и своих 2 детей домой, сюда, в Россию. Это тут еще снег не лежал. Это был, по-моему, конец октября или начало ноября 2024 года. На тот момент мои дети находились в Израиле менее 3 лет. И им нужно было еще несколько месяцев подождать, и можно было получить гражданство. Но мы решили этого не делать. Потому что в сложившейся ситуации на тот момент было понятно, что мы просто, во-первых, уйдем в долги, и потом не сможем уехать. Если мы продолжим жить в Тель-Авиве, в квартире за 9 тысяч в месяц, и не работать, потому что мы не могли работать, и дети наши не будут учиться, и просто будем жить и тратить деньги, то мы просто уйдем в минус, и это будет проблема. Вот. Поэтому что мы сделали? С детьми ничего не сделали, потому что документы мы на тот момент из школ забрали, потому что мы с севера уезжали, а в центре мы еще не подали документы ни в какую новую школу. И хотя учебный год начался, из-за всех этих боевых действий нас никто не дергал. Сильно не дергал. Что там, ваши дети, почему не идут в школе? Это важный вопрос в Израиле. Но в тот момент как бы до нас не докапывались, потому что понятно было, почему это все происходит. Поэтому нет, мы их просто по ним больше ничего не делали. Просто они уехали из Израиля, и все. То, что касается Битуах Леуми, мы тоже ничего не делали, потому что на работе я до сих пор на своей трудоустроен и получаю зарплату. Ну, не такую, как получал, но и не ту работу делаю, которую получал. То есть есть работа с программами, с обработкой координат и данных, и вот это все. Вот, собственно, это то, чем я занимаюсь, но я теперь не хожу и трубы не ищу, да, потому что я не там. Вот. Но это тоже работа, которую надо понимать и уметь делать, и вот я ее делаю удаленно. Боссу своему помогаю с этим. Вот. Поэтому он платит, соответственно, то, что работодатель полагается платить, он там платит, я даже не знаю, что там. Битуах Леуми и все остальное это он закрывает. Эсэк у меня остался открытый, и бухгалтер, соответственно, я плачу бухгалтеру, также, который у меня и был. Она ведет мои дела, эсэк у меня открыт. Деятельность я веду, заказов у нас очень мало. Мы сейчас сфокусировались, и мастерская моя на лестницах. То есть не все вокруг, что я там делал, какие-то кровати, еще что-то, а вот именно лестницы. Заказов очень мало, деньги это маленькие, но с них я тоже, соответственно, выдаю все кабалоты и так далее. То есть это все... На русском говорит, на русском. Квитанции, там. Квитанции, чеки. Бизнес. Веду, короче говоря, всю отчетность и плачу все налоги. Почему ты не стал делать гражданство для детей? Отвечу, почему не стал делать гражданство для детей. Собственно, дело не в каком-то фанатизме, просто если объективно посмотреть, какие у меня есть варианты вообще. У детей есть российское гражданство, сыну сейчас моему 15, дочери 9. У нас еще в России есть время для того, чтобы не попадать под призыв сыну. Еще есть пара лет для того, чтобы, просто решить, что делать, если у нас не будет другого гражданства. Все равно нам нужно, чтобы уехать, да, ему. Будем прямо говорить, потому что мы не хотим попадать под призыв здесь, в России, вообще идти в армию, вообще с этим связываться. Лучше просто здесь легально, официально не быть. То есть, что нам дает израильское гражданство для моего сына? Что оно ему дает? Возможности путешествовать, но это больше от денег зависит, как мы вот сейчас по себе поняли, да, когда репатриировались. Возможность учиться где-то, это тоже больше от денег зависит и от твоих... И самое главное, что израильское гражданство среди других возможностей, которые есть у нас, например, румынское мы можем получить или болгарское, это все сейчас делается, все знают как. Это стоит недорого, это тоже репатриация, это тоже совершенно быстро делается, и у тебя гражданство ЕС, пожалуйста, со всеми возможностями. И
Там нет армии, ты не идешь служить в армию. Ну то есть израильское гражданство тебя обязывает служить в армии, Да. получается. Оно обязывает тебя служить в армии, а в случае, если кто-то что-то перепутал, ты вроде как освободился или не освободился, или еще. Короче говоря, если ты что-то перепутал, ты можешь сесть в тюрьму. И пока ты с адвокатом будешь 2 года бегать и выяснять правду, потом она выяснится, а ты просто 2 года там просидел. Ну, грубо говоря, это просто все... Что перепутал, типа, непонятно. Ну, типа... Ты не можешь в Израиле точно знать, должен ты служить или нет. Или вообще там правильно с тобой поступила какая-нибудь инстанция или нет. Тебя просто принудят что-то делать или нести ответственность. А параллельно с этим ты будешь выяснять правду со своим адвокатом. Короче говоря, для нас просто объективно есть другие возможности, как и для всех остальных. Хорошо, извиняюсь, а дочка, типа... Тоже в армию, да, в Израиле тоже в армию. Зачем ей гражданство Израиля, мне вообще непонятно. Я не вижу в нем просто смысла для своих детей. А ты у них спрашивал, типа, или ты за них решил просто? За них решил. Ну, как бы как есть. Я родитель. Я объективно смотрю. Бедные дети. Как взрослый человек. Как есть, я просто прямо говорю. Что? А это плохо? Это хорошо? Я не знаю. Я кто такой, чтобы судить, типа? А судят другие зрители. Жди, скоро комментарий напиши. Я просто об тебя выговариваюсь. Понимаешь? Когда я сам навязываю ответ, то получается я лезу с информацией. А если ты спросил, то я просто отвечаю, я-то что? Почему ты считаешь, что Израиль не в силах защитить своих граждан? Ну, я тебе рассказал уже про стоматолога, да? Как у меня открылись глаза после того, как я сам пережил то, что пережил. Но еще я тебе расскажу про 7 октября, где мы были с моей семьей 7 октября. Вот. У меня было такое стойкое ощущение, что я защищен в Израиле. Границы там, ну это же как получается, и, понимаешь, Израиль это как военный лагерь, такой американский, там на востоке, такая база. Вот. Крепость неприступная, как мне казалось. Там. И вот мы конкретно с 6 на 7 октября с моей женой и дочерью, и еще там с друзьями, мы с палаткой ночевали. Блин, я вот хотел подготовиться, чтобы тебе место сказать. Ну, в общем, это рядом с Кацрином, знаешь, где вот эти ветряки вот стоят в башне, ветряные энерготрубины. Вот. Вот там за ними есть минное поле, заминированное, туда нельзя, но на самом деле там есть озеро, и рыбаки вот русские там рыбачат, короче. Туда есть проезд, мы на машине туда проехали, не по минам, конечно, а где все ездят. Ну, по идее, там нельзя, но никто не смотрит. Это прямо на границе с Сирией. Вот это озеро, другой берег, это уже Сирия. Вот как я понял, это вот так. На картах смотрел. Вот. Ну и туда ходят все рыбачить. Мы там ночевали с палаткой. А сын остался дома. И вот 7 октября там с утра мой брат двоюродный был в Ашкелоне. Представляешь? И вот он там сообщил мне, что Тимур, тут, короче, нас просто режут, понимаешь? Вот просто... Мы позвонили сыну, чтобы он никуда ни в коем случае не выходил, потому что нас запугали, что в Аку бывают интифады, там, значит, арабы по улицам ходят и всех это. Короче, сказали, чтобы он из квартиры не высовывался. Вот, и все, и сами помчались домой, жутко напугались. И как бы просто у меня несколько дней не мог оттуда выбраться из Ашкелона брат. И я был с ним на связи. Мы знали, что там происходит, и мы видели, что никто не приходит ему на помощь. Не приходит и не приходит. Не сколько-то часов, не день, а несколько дней. И не знаю, там кто что говорит, там, что через 3, там, 4 часа. Это все, я слышу, это все ерунда, потому что у меня брат не мог выйти на улицу и видел этих гавриков, которые там по улице ходят, несколько дней. Несколько дней никто не мог сказать ему, что да, выходить можно. Вот. И даже когда через несколько дней он оттуда выбрался таки, они там мчали по этой дороге, заваленной вот этими машинами. Просто летели там, боясь, что их подстрелят, потому что никакой полиции или армии тоже там не было вдоль дороги. Никого не было. Это, извини, что перебиваю, это в самом Ашкелоне или под Ашкелоном? Где-то под, еще ближе туда. Я не очень, честно говоря. Сам я в Ашкелоне был один раз в жизни, ночью привез туда... парня, который мне помогал деки делать. Это, ну, дек это типа деревянный настил.
Вот, потому что в России не используют слово дек, я на всякий случай уточню. Деревянный настил мы делали там вместе с одним парнем, и однажды ночью, так как мы поздно закончили работу, мне пришлось отвозить его в Ашкелон. Я не знал, что он с Ашкелона. Вот, из Рамадгана в Ашкелон, а потом в Ака ехать. Потому что транспорт уже не ходил, был шаббат. И, в общем, я его повез в Ашкелон, приезжаю ночью, привез его в его квартиру. Говорю, можно ли тут купить где-нибудь кофе, потому что меня рубит спать. А он мне показывает на забор и говорит, вот за этим забором газа. А у него дом прям вот, типа, на границе. И вот я ночью, я ничего не видел, но так смотрю туда, думаю, нифига себе. Вот это единственный раз, когда я был в Ашкелоне. Ну, возможно, это не совсем Ашкелон, потому что Ашкелон как бы до газа еще есть, там он не совсем граничит. Ну, неважно. Не хочу приврать, но вот так я это воспринимал. И у меня брат вот вещал оттуда, что его не спасают. Вот на меня это очень сильное впечатление произвело. Потому что, ну, я как бы не знал, что делать. И я как бы, так как старший брат, старший родного своего брата, старший двоюродного брата, я старший, я чувствовал какую-то ответственность за то, что я их всех как бы смотивировал, что ли, в Израиль привезти. Она так и есть. Это все они так воспринимают. Просто когда эта ответственность с нехорошей стороны на меня давит, они все говорят, Тимур, мы это сами решение приняли. А когда с хорошей, то вот, например, другой мой брат сейчас говорит, Тимур, спасибо, что ты меня, значит, смотивировал это сделать. Вот, который сейчас у меня один брат живет в Израиле, он мне говорит теперь спасибо. Ну, значит, все-таки есть эта ответственность. И вот я ее тогда чувствовал, я не знал, что мне делать. Мне самому ехать туда, в Ашкелон за ним, или как-то куда-то звонить. Я просто не знал, что мне делать. Это ужасно было. Но еще у меня есть дети, да, и я их родители. Я это все проецировал, и просто мы сидели в Аку дома, и на тот момент мы еще мало были в Израиле. Я просто не знал, может быть, к нам тоже вломятся, может быть, с балкона надо смотреть, может, они сейчас по улицам все побегут там, я не знаю. Мы уже мысленно придумывали, где мы на парковке в колодце будем прятаться, или в нашем Махсане. Если вот они начнут, вот то же самое, что с юга на 7 октября происходило, если они с севера пойдут, вот эти вот банды все, то как нам долго просидеть где-то и не задохнуться, взять с собой воды, то есть мы вот такие... Конечно, страшно, неважно, в центре было страшно, и на севере, и на юге. Честно скажу, я в этот момент думал, ну мы гуляли в старый город, в Аку, и я видел, что там лодки, еще у нас есть рядом поселок Цивон, и там лодки у людей стоят во дворе, потому что мы живем рядом с морем. И у меня, честно говоря, вот, ну просто в голове сразу зрел план. Что я что-то возьму. У меня нет оружия. Но я что-то возьму. Каким-то образом с семьей прокрадемся ночью к старому городу или туда в Цивон, чтобы взять лодку. То есть, если что. И я, то есть, готовился морально. Угоним лодку. Да, я готовился морально, что на меня могут напасть, и мне надо будет там всех перебить, знаешь, как Джеки Чан. Чтоб ты понимал, я вообще маленький парень, я 75 килограмм вешу, и как бы там, ну, я не готовился к войне, я не служил в армии, вот, ну, как бы... Ну, знаешь, как говорят, типа, маленький да удаленький. Ну, еще я вырос в Академгородке. Академгородок, я не знаю, наверное, не все знают, что это такое. Не всегда плохо быть маленьким. Да, зато я могу где-нибудь пролезть, да? Да, там, оп-оп-оп. Это было страшно, в общем, это страшно, и это заставило меня думать, что ну все, я не защищен. И потом, чем больше я информации об этом узнавал, я понимал, что ну да, действительно, там, ну, не из каких-то корыстных побуждений, а в принципе, как все в Израиле, там просто не было порядка, и ну просто как получилось, так получилось, типа. Никто не будет виноват, никто ничего не будет расследовать, может лет через 100, я не верю, что это будет. Короче, мне это все понятно, я не хочу это остальным объяснять. Но в тот момент, до 7 октября, я ожидал от Израиля большего, и, естественно, я почувствовал большое разочарование, и я тебе честно скажу, то есть после 7 октября там некоторые наши друзья, они улетели буквально в этот же день из Израиля, и там билеты просто стоили, там, я не знаю, по миллиону, понимаешь? Реально, по миллиону рублей, по-моему, билеты стоили. У меня не было таких возможностей. Моя семья улетела через неделю, но тоже не шибко, знаешь ли, меньше. Вот. И смысл в том, что не хотела семья ехать обратно, потому что тут у нас свой дом, тут спокойно, тут было спокойно, поэтому они не хотели. Но потом приехали, и за этот год много было разных событий, но мы встали на ноги, скажем так, за этот год, уверенно встали на ноги. И если бы опять с Ираном не началось, наверное, мы бы сейчас жили в Тель-Авиве замечательно, вот прям вообще. Почему в Россию? Почему есть страны типа США, Канада? Почему вы обратно решили вернуться именно в Россию?
У вас же было время, получается, ты говоришь, что семья потом вернулась, еще год вы жили в Израиле. Было же много всяких возможностей, например, я знаю, что для израильтян там в Канаде, например, можно было получить рабочую визу, как жертвы войны или что-то такое. На тот момент, когда мы из Тель-Авива уже уезжали, мы и хотели поехать в Канаду. Это первое было наше такое, первый план. Поехать не в Россию, а в Канаду. Вообще с семьей. Но потом получилось, что это сложно. Потому что у моих детей нет израильского гражданства. Им надо получать визу, чтобы туда приехать даже туристами. А программа, о которой ты говоришь, она именно так работает. Приезжаешь туристами, а потом изнутри Канады уже сообщаешь, что боишься возвращаться, да? Поэтому нам это не подходило. Нужно было ехать мне, получить все офферы, это может до полугода занять, и затем подать документы на воссоединение с семьей. И потом ждать на основании этого заявления ответа и уже визы для моей семьи, чтобы они могли ко мне приехать. Так это будет. То есть мы могли на год расстаться с семьей. У всех по-разному, никому ничего не навязываю, но для моей семьи это неприемлемо. Вот. Поэтому мы приняли решение, что они едут в Россию пока что. А я, наверное, поищу еще варианты. Еще поживу месяц-два в Тель-Авиве. И поищу какие-то варианты, может быть, как-то срезать этот путь и все-таки туда поехать. И вот пока я его искал, а они здесь дома обустраивались, у меня здесь замечательный дом со всеми удобствами, системами охраны. У каждого своя комната, у меня большой дом здесь, в собственности. На него не капает никакая арнона. Я его полностью содержу здесь, и это стоит копейки. И вот на контрасте, когда они приехали, успокоились, это была осень, и пора идти в школу детям. Жена сразу же устроила детей в школу. Никаких проблем. Там какие-то то, что ей нужно было лечиться, здесь сразу же нашлось, никаких очередей, и доступно по ценам, пошла сразу лечиться. И я вот пока искал эти все канадские варианты, они здесь уже проросли, и жена говорит, я не хочу никуда уезжать, у меня нет сил. И я там выжатый как лимон, с одними проконсультировался, с другими проконсультировался, все пытаются обмануть, а потом выясняется, что нет, неправда, за 2 месяца не получится, это на самом деле минимум полгода, и это на самом деле не $3000, а 20. И в общем, когда вот это все, меня это замучило, я тоже устал, плюс бомбежки, плюс я живу в квартире за 9 тысяч в месяц почти, и это надо же где-то деньги брать, и я пробовал поработать. И вот, каждый раз, когда я начну какой-то объект, я поработаю 2 дня. Деки куда-то делать буду, еще что-то. И начинаются какие-то опять активизация этих бомбежек. И у меня сразу какая-то апатия, я бросаю работу, не доделываю, получается, свою репутацию еще порчу. Потому что мне это страшно, а вот местным, которые меня нанимают, им почему-то не так страшно. Они меня не понимают. И, я почувствовал, что у меня и тут все рушится, и я подумал, да, надо просто попробовать ехать в Россию, потому что многие наши знакомые в этот момент, у которых кейсы и пожестче, которые на протестах все время, на всяких политических и так далее, и ничего едут, и их ничего не спрашивают. И на тот момент они даже уже приехали как 2-3 месяца, и никто и не пришел к ним домой с них спросить, понимаешь? И вот из-за наших знакомых, которые с такими кейсами приехали и их не трогают, я подумал, окей, я подстрахуюсь и тоже приеду. Я подстраховался очень сильно и тоже поехал в Россию. Я не просто полетел в Россию с самолетом напрямую. Я прилетел в Казахстан и въехал через Казахстан на машине. И чтобы ты знал, из Казахстана в Россию можно заехать по внутреннему российскому паспорту. Без заграничного вообще. То есть мой загранник российский, в котором стоит штамп, что я влетал в Израиль 3 года назад, не надо было показывать. Это был план Б, если уж докопались бы, я бы показал. Но по умолчанию, когда я из Казахстана ехал в Россию, все выглядело так, как будто в Казахстане меня спрашивают на границе, на российской. Давно в Казахстан приехал? Я говорю, неделю назад. Потому что я, правда, в Казахстан приехал неделю назад, но просто из Тель-Авива. Но это же не уточняли. Я говорю, неделю назад. Зачем? Показываю банковскую карту, говорю, вот, сделал
Ну, это все сейчас делают казахские карточки, чтобы, типа, работал за границей. Я говорю, ну вот карту оформлял. Он посмеялся и говорит, о, говорит, с Бэтменом, смешно. Ну вот, это самое. Ладно, добро пожаловать. И все. То есть он не спросил, что меня так долго в России не было. Он не пробил это ни по каким базам на границе. Просто ты неделю назад приехал? Да, да. Все, ладно. А вот он посмотрит это видео. Что посмотрит? Думаешь, правда кому-то я... Посмотрит это видео и скажет, бля, лоханулся. На сегодняшний день я сообщил правительству России, что я имею второе гражданство в своих счетах и все остальное, поэтому я ничего не скрываю. Расскажи, пожалуйста, что такое патриотизм для тебя? Патриотизм? Ну, когда ты любишь свою страну, наверное, и когда ты готов не просто ее использовать, да, но ты готов как-то вложиться в то, чтобы у страны у твоей было все в порядке. Наверное, это патриотизм, я так думаю. Типа защищать страну, это не патриотизм? Патриотизм. Здесь, ты знаешь, я так скажу, я пытаюсь удержаться от того, чтобы опять долго не говорить, но просто я знаю шаблонные вещи, вот как их люди воспримут. И если сказать коротко, я знаю, как они воспримут. Но они воспримут это не так, как я это хотел сказать. Не то, что я имел в виду. Можешь сказать коротко, коротко, но как бы... У людей часто, у основного, у 99 из 100, у них абсолютная каша в голове, и они свою идентичность, национальность, вопрос правительства, государства и территорий, у них это просто в какую-то одну кучу перемешано. Поэтому, когда ты говоришь патриотизм, то к чему это относится? У них вот к какой-то условной куче, но на самом деле я это очень сильно все разделяю, поэтому... Обычно, когда говорят патриотизм, это имеется в виду какая-то определенная страна. А ты уже изначально сказал, что ты не выбираешь страну, а живешь как бы на две страны, получается. То есть, и что патриотизм для тебя получается? Расскажи, как бы, объясни. Я считаю патриотами тех, кто заботится о своей стране. Тот, кто готов вкладываться именно о стране. Не о... Патриотизм это не про защиту своей общины. То есть Израиль это не евреи. Израиль это еще огромное количество общин, национальностей. И вот это Израиль. И государство это совокупность их всех. Мне не нравится выражение еврейское государство. Мне не нравится, когда так говорят. В России запрещено выражение «Россия» для русских. Мне не нравится выражение «Израиль это еврейская страна». Мне это не нравится. Это не патриотично так говорить. Не патриотично разделять детей. И, например, одних детей учить в школе иудаизму, и когда преподаватель, он на самом деле не преподаватель, а пропагандист, и он сам принял какую-то конкретную религию, и очень снисходительно при всех выражается про другую религию. А в другой школе, где учатся арабы, там точно так же про иудеев говорят, и про христиан, и про прочих, и это заставляет учить именно исламские какие-то материалы. То есть, мне это не нравится. Мне не нравится, что дети учатся таким образом. Это изначально закладывает фундамент. Это не патриотично, я считаю. Это изначально, знаешь, дом, разделившийся внутри, не устоит. Это про это. Мне нравится, как в Канаде, когда все дети вместе. Черные, белые, мусульмане, иудеи, неважно. Вот они пусть учатся все вместе и вместе празднуют все праздники. Я имею в виду, что когда учитель является не учителем и занимается не наукой, а пропагандой, то он таким образом культивирует ксенофобию. И я говорю, что в школе, где учился мой сын, культивируют ксенофобию к арабам. А в их школах культивируют ксенофобию к евреям. Я это лично видел. Не надо мне говорить, что мне так кажется. Я это прекрасно все видел. И я это видел и с арабской стороны, потому что я в их районах работал и видел рисунки. Я это публиковал в своем фейсбуке. Видел рисунки там от реки до моря, и вот это все, это никто не стирает, это у них на школьных стенах написано. Вот, я серьезно говорю, я не преувеличиваю, у меня все это есть там. И я знаю, что говорит учитель, с каким выражением моему сыну в школе, когда его заставляют учить Тору. Он бы выучил сам, что там написано, если бы это было по желанию. Но когда его заставляют, у него, это же подросток, ты понимаешь, у него нет, он тогда все, у него ему надо с кем-то бороться, ему 14 лет. И он видит сразу угнетателей вот в этой всей системе. И я поддерживаю сына. Понимаешь, это не патриотично. Патриотично это про страну.
Это не про свою идентичность, это не про свой какой-то клан, не про какую-то свою семью. Это именно когда ты готов пожертвовать ради страны. Страна — это не просто территориальное образование. Это как вот, не знаю, подписка на какой-то сервис. Ты подписался, он тебе нравится, ты следуешь всем его правилам, ты хочешь, чтобы он развивался и пользуешься всеми благами, которые он дает, и сам вкладываешься. Но ты хочешь, чтобы он был демократичным, чтобы он был для всех. Ты должен в это вкладываться. Дети должны учиться вместе в школе. И такую страну хочется защищать. Страну, не только народ, не только я евреев, как я еврей. Я себя считаю светским евреем. Евреем я считаю себя внутри просто, понимаешь? Чувствую свою идентичность все больше и больше с еврейским народом, когда там живу. Не вот с этими наряженными, которые пытаются, спекулируя этой идентичностью, какие-то себе привилегии получить. И у них получается. А реально с культурой. Понимаешь, культура и религия, они раздельны. Вот. И я вот с культурой очень чувствую. Я просто чувствую противоречия, которые будут в комментариях отражены, что с одной стороны человек, который всячески пытается избежать службы в армии, а с другой стороны человек, который рассказывает про патриотизм, что нужно защищать свою страну. Ну, типа, как-то не звучит. Я считаю, что это должно быть добровольным. Именно конкретно воевать, потому что, понимаешь, как и в жизни, в обычной, когда нету войны, у всех есть разная социальная роль. Кто-то просто дороги строит, это крайне полезно. Кто-то делает электронную систему трубопроводов в стране. Это охрененное вложение вообще в страну. Просто с моей стороны. Я свою жизнь, для меня ценнее ничего нет моего личного времени, вкладываю в то, чтобы для этой страны делать эти карты, делать безопасность, делать лучшую инфраструктуру. Я считаю, что я вложился очень сильно в Израиль в этом смысле. Я не делал чего-то, что вредит стране. Вся моя деятельность, все, что налоги я платил, плотницкие работы, работа, которая по найму, по определению трубопроводов, она вся созидательная. Это то, что я могу вложиться, потому что я это могу делать. Большая часть людей, которые живет в Израиле, она не способна это делать. Это слишком сложная работа. Они занимаются более простой работой. Ну, я высокого о себе мнения, поэтому я так прямо скажу, да? Они делают другую работу. Некоторые из них делают нехорошую работу, которая вредит стране. То есть они, будем говорить, есть люди, которые вообще ни на что не способны, да? Это инвалиды, старики и так далее. Ну что, они может, тогда паразитируют, что ли? Я их, как бы, получается, содержу, государство. Но я приношу пользу. Кто-то способен воевать. Он очень хорошо это умеет делать. Может быть, он прям хочет это делать. И вот такие люди должны туда идти. Я не считаю, что это нужно делать по принуждению. Вот я не хочу туда идти. Любой человек, я думаю, здоровый, не хочет, чтобы его ребенок шел на войну. Но какой-то ребенок хочет идти на войну, и он уже не ребенок. Это та ситуация, когда людей, которые хотят идти на войну, достаточно. Тогда пусть идут те, кто хотят. Но, допустим, кто-то должен воевать, а людей, которые хотят, недостаточно. Ну, предположим, да, такая ситуация. Недостаточно. Это не про Израиль на самом деле. То что тогда нужно делать? Платить. Мы должны, если я не хочу, чтобы мой сын шел воевать, хочу дать денег тому, кто за деньги все-таки захочет пойти воевать. Если это много денег, значит, я сильно много должен работать, не доедать, жить в некомфортной квартире, но заплатить тому, кто пойдет за деньги и будет защищать мою страну. Я должен это делать, я так считаю. Это так должно работать. Деньгами нужно мотивировать. Но заставлять моего сына идти в кого-то стрелять? Нет, я не согласен. Это та грань, до которой мой патриотизм доходит, а потом потом он уходит на второй план. Я готов уехать из страны, ее бросить, если эта страна силой будет заставлять моего сына идти воевать и других детей. Я не согласен. Тогда я такую страну больше не защищаю. Все, я отписываюсь. Вот моя, как бы, грань. Она у каждого есть, но у меня она вот здесь. Я совершенно четко говорю. Следующая тема про бизнес. Расскажи, что для тебя значение, что означает бизнес? Чем он отличается в Израиле и в России? Ну, я не уверен, что это именно вот как ты сформулировал вопрос, что это для меня, да, потому что я думаю, что если у чата GPT сейчас спросить, то он, наверное, это то также скажет, что... Ну, с чатом GPT у нас следующее интервью, кстати. Когда ты сам работаешь в бизнесе,
и швец, и жнец, и на дуде игрец, ты и полы моешь, и бухгалтер, и продаешь, и изготавливаешь сам вот руками там что-то, да, это как бы не называется бизнесом. Бизнес — это когда ты создал структуру, которая это делает. Там есть бухгалтер, есть парень классный с руками, которому ты разделил задачу на какие-то простые задачи, и несколько ребят выполняют простую работу. Один обваливает, другой абстрагивает, третий красит. И тот, кто красит, хорошо очень красит, но он не умеет обваливать и абстрагивать. Тот, кто строгает, не умеет красить и обваливать. Да? И вот эти все ребята работают, и получается, что ты каждому платишь там минимальную зарплату или там может, какую-то небольшую. Ну и у тебя получается продукт, на котором ты можешь заработать. Но тебе не надо там присутствовать или тоже что-то делать. Ты можешь иметь несколько бизнесов, и они все работают и производят какой-то хороший продукт. Но это получается при достаточном потоке. Понимаешь, когда рынок большой, штук готовых продать можно много, и тогда, раз оно на поточке все идет, ты можешь поставить человека, который будет красить. И он в день из-за того, что только красит, может очень много покрасить. Вот это конвейер, да? Вот это бизнес. Тебе там не надо как-то самому делать эту работу, да? Вот. И в России это популярно, потому что здесь большой рынок. И у меня здесь был бизнес строительный, я строил каркасные дома. Но это не значит, что я сам их руками строил, там все делал. Большинство вещей, которые связаны со строительством домов, я вообще не умею делать. То, что связано там с бетоном, с арматурой, или там установка пластиковых окон, или электричество, я его вообще боюсь. Я не разбираюсь в этом. Я могу сделать так, что человек, который в этом разбирается, он придет и сделает все от начала и до конца. Не забухает, когда получит аванс. Не сделает что-то по-своему. Нет, я построил структуру, в которой этот дядя-электрик, дядя Ваня придет, сделает все по проекту, который ему сделали, от начала и до конца. И потом придет ревизор и проверит, как это все работает, все ли правильно сделано, по схеме. А как в Израиле? В Израиле маленькая страна, маленький рынок. Я сейчас не говорю плохо или хорошо, я просто говорю, как это есть, констатирую. Страна маленькая, там спрос маленький, все производства там локализованы. То есть часто производство услуг, оно локализовано. Если ты делаешь услуги для севера, значит для севера. Для центра, значит для центра. И все это делается из-за того, что защищать свои права потребителя. Они не регламентированы как бы в Израиле. Это надо с адвокатом. Это сложно. Поэтому люди очень недоверчиво вступают в взаимоотношения с какими-то новыми производителями, знаешь. То есть ты по рекомендации покупаешь у него, потому что тебе его кто-то посоветовал. Потому что потом, если что, свои права качать очень тяжело будет. А если этот производитель или кто тебе услуги оказал, еще и живет там на севере, а ты в центре, это вообще кошмар. И тебя будет легко кинуть. Поэтому люди не любят связываться, они работают по знакомству, по рекомендации в Израиле. И из-за того, что рынок получается совсем маленький, он еще и не на весь Израиль, а вот ты локально, там на свой город только работаешь, или только на север, то получается ты не можешь, поток маленький, ты не можешь разделить на 3 человека всю работу, и каждый будет красить и обматывать. У тебя так мало заказов, что ты не можешь 3 человека в принципе нанять. И ты все делаешь сам. Это ремесленничество, когда ты как ремесленник. И еще там имя важно. В России часто компания, она как-то называется не твоим именем, а просто ты раскрутишь какой-то бренд, да? Его могут посоветовать. Но в Израиле часто советуют тебя, имя. Вот я Волков Тимур, меня знают там как плотника, и вот меня советуют, потому что я пришел кому-то хорошо сделал. Угу. Репутация, понятно. Вот так, репутация, личный бренд в Израиле строят. Работают локально, занимаются больше ремесленничеством. Даже если мебельная фабрика, даже если она большая, то, скорее всего, ее директор тоже работает на всех станках, лично ездит от своего имени знакомиться, дает визитку со своим именем, а не с названием своей компании. Вот так это в Израиле работает, и это больше ремесленничество. То есть люди заняты, которых я знаю, они обычно очень заняты с утра до вечера, и заняты не только руководством своей компании, даже если оно у них есть, и она не маленькая. А они сами там работают, затыкают все дыры и овралы. Окей. А вот про потребительский рынок, в чем различие России и Израиля? Потребительский рынок, опять же, в России покупают в крупных сетях, в крупных компаниях, все в крупных магазинах. Там, скажем, строительный магазин у нас это Leroy Merlin, там, Оби, там, в Израиле не знают, наверное, таких названий. Это крупные DIY сети,
которые продают там готовые какие-то строительные материалы. Ты приходишь, гигантский гипермаркет, втариваешь там строительную машину 3-тонную каких-то материалов прямо в магазине и везешь себе на объект. Вот это у нас очень развито. В Израиле просто в принципе нет такого супермаркета. Нет. Там есть маленькие, локальные, там что-то продается. Но вот такого большого места, куда ты приехал и сразу же втарился из наличия со склада, такого просто нет. Потому что рынок маленький. Вот это, как потребитель в России есть закон о защите прав потребителя, с которым очень трудно любым продавцам бороться. Потребитель всегда прав. Он начинает качать права, и за продавцу услуг или товаров ему большие штрафы, если он будет нарушать закон защиты прав потребителей. Поэтому это здесь немножко по-другому выглядит, и потребитель себя очень нагло ведет. Приходится делать хороший сервис, уважительно слишком относиться к потребителю. И это вот складывает такой даже потребительский терроризм. То есть у нас люди начинают так по-хамски себя вести: обслуживайте меня, я царь-барин. В Израиле, так как это все ремесленничество, и потребитель придет лично к тому, кто услугу оказывает, если он себя будет так вести, его любой просто, любой обслуживающий персонал в кафе просто на 3 буквы пошлет, просто израильские, понимаешь, сразу вообще. Никто хамства такого терпеть не будет. Это очень русскоязычные приезжают. В этом как бы плюсы и минусы получается. Есть и плюсы, и минусы в этом. Ну да, но знаешь, просто когда ты потребитель в России, в крупных сетях, у них какие-то акции проходят, все время какая-то халява. Если ты хочешь вернуть какой-то товар, тебе не понравился, и он не слишком дорогой там, да, то, скорее всего, просто всем будет лень даже как-то, знаешь, разбираться, и ты очень легко можешь что-то поменять, пользуясь тем, что продавец или структура, которая продает, она крупная и по мелочам не заморачивается, тебе как потребителю легче, если что, получить какие-то дополнительные плюшки с этого, да? Какие-то распродажи, какими-то большими партиями что-то заезжает, и поэтому ты можешь дешево что-то купить. А в Израиле нет. Нет такого большая партия. Давай поговорим о ванильно-розовых представлениях о жизни в Израиле. Почему ты считаешь, что пропаганда в Израиле о хорошей жизни – это неправильно? Про ванильных блогеров. Говорю, отличные ребята, ничего не против. Но они, кроме своих светлых идей, которые они продвигают такую адженду о том, что в Израиле идеально. Вот все идеально. Я вижу такую самомодерацию у них, когда не показывают плохое, показывают только хорошее. Когда они буквально вырезают некрасивые вещи из кадра. И когда они из чего-то нехорошего всегда пытаются показать в своих блогах такой позитивный взгляд на это. Такой снисходительный. И на самом деле, да, я вижу другую сторону. Когда они говорят, ну да, детям сложно в школе, там, но это ничего. У меня есть дети. И тогда я чувствую, как меня это ранит. Потому что я сейчас переживаю очень тяжелый момент. Когда там Израиль помогает детям, когда моим детям он не помогает, когда меня ущемляют, когда у моих детей огромные проблемы в школе, я слышу от них, что ничего страшного. Знаешь, это их частное мнение, но это очень неприятно. Это может быть для вас, ребят, ничего страшного. Но это страшно. То, что война происходит, и это ничего страшного. Для тех, у кого там заложники, дети сидят в плену, и для тех, у кого кто-то погиб или ранен, это не ничего страшного. Вот это приукрашивание, оно ранит очень многих людей. Вот если особенно блогер популярный, его все смотрят, и он формирует мнение общественное такое. В том числе людей, которые собираются в Израиль, но они не в Израиле, они собираются репатриироваться. Они на все хозяйственно-бытовые вопросы свою ванильность распространяют. И на все политические вопросы, на все остальные. То есть у них это просто такая всеобъемлющие розовые очки. Ну, во-первых, это ранит многих людей. И по тем темам, которые меня касаются, это ранит меня. Мне это неприятно. Вот. Хотя к людям этим я хорошо отношусь. А во-вторых, это формирует неправильные ожидания. Просто неправильные ожидания. Это людей, которые приезжают в Израиль, и вот эти все неправильные розовые очки, они разбиваются о реальность. Хотя на самом деле, если бы ее не формировали, приехал ты в Израиль, получил то, что ожидал, все прекрасно. На самом деле, дело-то не в том, что что-то страшное, и они это скрывают. А дело в том, что они приукрашивают, и потом человек, приезжая, разочаровывается. Зачем это разочарование делать? Если на это разочарование накладываются какие-то жизненные этапы и собственные 40-летние кризисы или война, то все это вместе заставляет в итоге человека просто уехать из Израиля, потому что оно в совокупности большое разочарование получается.
Мне не нравится эта ваниль. Зачем это делать, я не знаю. Я думаю, что это не для того, чтобы страну продвигать, или им кто-то за это платит. Нет, они просто таким образом пытаются добиться какой-то поддержки от своих подписчиков. Пытаются быть для всех таким светом позитива. И, ну, вот пытается, это такая политика, знаешь, когда больше кричат, чем на самом деле. Ну, в общем, чтобы просто себе набрать политических очков. Мне не нравится это, мне не нравится. Лучше реально смотреть на вещи. Конечно, можно что-то романтизировать, рассказать, что ты так чувствуешь. Но в качестве утверждения всем это постоянно выдавать. Чисто все розовое, без трещинки, без продреси. Нет, это неправда, неправда. Поэтому я негативно отношусь. По двум причинам. Во-первых, это ранит многих людей, когда ты преуменьшаешь негативные вещи, потому что кто-то от них сейчас прям страдает. А во-вторых, это формирует неправильное представление, и люди потом разочаровываются. Как было у тебя с Акко, типа переезд в Акко? Да, в том числе, конечно. То есть, возможно, блогеры, которые рассказывают хорошо про Акко, они предполагают, что я сам должен и так понимать, что это город на периферии, там, еще какие-то вещи. Но на самом деле нет. Может быть, у него из-за того, что он там долго живет, кажется, что какие-то вещи само собой. А про остальное он расскажет хорошо. Но на самом деле нет. Ничего само собой люди не понимают, и потом они сталкиваются с разочарованием. Хотя вполне все ожидаемо, предсказуемо и логично. Суровая реальность. Ну, она просто реальность. В том-то и дело. Ну, суровая, она везде суровая. Знаешь? Я тебе так скажу. Просто смотри, вот ты взрослый человек. Тебе, чтобы есть и жить где-то, тебе надо работать. Понимаешь? Ты должен что-то делать и заработать денег. Окей? Для кого-то это разочарование и несчастье вообще. Если ему говорить, что не надо работать, если тебе тут все дадут, ну, блин, он приедет и разочаруется, блин, надо работать. Ну, знаешь, это не ужасно. Это естественно, надо работать. Чтобы быть умным, надо учиться. Чтобы в чем-то разбираться, надо, блин, сесть и разобраться. Да, что? Если ванильно говорить, что нет, тут особо работать не надо, мы тут вообще все живем на чили, на расслабоне. Ну, возможно, он не говорит, просто он говорит, что просто не говорит. Просто не говорит, но иногда говорит. Работы-то нету там особо, и зарплаты другие. Я это называю, ты транслируешь. Ты можешь не говорить некоторые вещи, но ты их транслируешь. Ты можешь не говорить претензии, но ты транслируешь свою претензию. Предполагаешь ее, и она считывается. Это называется транслировать. Вот люди транслируют ванильные розовые очки. Это нехорошо. Чтобы заработать себе политические очки и подписчиков наивных набрать, которые потом будут разочаровываться. Я это не поддерживаю. Поэтому у меня на Фейсбуке, который я начал вести в Израиле, у меня довольно много негативных вещей, которых я там описываю. Потому что, ну, а что о позитивных говорить? Я не знаю. Негативно интересно разобрать. И да, там в меня бросаются какашками и помидорами, там, как ты посмел там, да. Ну, есть и есть. Я честен за то. Получается, что об Израиле можно говорить только хорошо. Ну, как будто бы да. А Россия обязательно вообще плохая, проклята. Значит, тут природа ужасная, люди все ужасные, культура ужасная, в школах во всех ужасно. И все нищие обязательно здесь и живут в пещерах. Ну, да, конечно. Все. Спасибо тебе реально, что ты захотел поделиться на моем скромном канале. Замечательный канал. Я надеюсь, что это не последний раз. Я надеюсь, что, может быть, мы какую-то еще тему обсудим. Просто, видишь, сейчас тема широкая, много вопросов. Получилось длинно. Но если говорить на какую-то одну тему, то я думаю, что это гораздо все... У меня есть рубрика, которую я еще не снял ни с одним героем, но она есть как бы, да, в разработке. Ответы на интересные комментарии. Поэтому если будут под этим видео какие-то интересные комментарии, то мы с тобой встретимся еще раз и ответим на них. Я буду рад. Все подписывайтесь на Алексея Шенкера. Мне очень нравятся его видосы, потому что они с очень осознанными людьми. С эмоциональными, может быть, не со всеми позициями я там согласен, это у каждого свое, но мне нравится их осознанность, то, что они продумывают, то, о чем говорят. Они не поверхностные, эти люди, те, кого я смотрел, мне понравилось, здорово, классно. Так что подписывайтесь, участвуйте, напрашивайтесь к нему обязательно на интервью, как я. И давайте вообще с вами будем там общаться и отвечать, у кого жопы горят в комментариях. Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка, ага, тут
Тут жизни конфетка.